Мать твою. Так, момент. Здорово. Привет, Итрок. Где шляпа? Где шляпа? Какая? Мафиозная. Мафиозная шляпа. Но... Вот она. Вот она, мафиозная шляпа. Только эта мафия другая. Типа азиатская. Триада. Так. Блин, мне капельные наушники нужны. Максимум, что могу предложить такого, то это вот такое. Но оно больше, ну, не про мафиозную, а что-то другое. Ну, видишь? Я больше на лесничего похож с ним. Блин, что это за фурии? Животные на экране. Есть что не про себя. Так. Ля Франце. Испаньол. Субтитры.
Вы чё, конченые? Так. Всё. Погнали. Классический, конечно. Да. Давай. UK Presents. Да, пресс наступающий. По мотивам оригинальной игры от студии Illusion Software. Я вот долго думал насчет того, чтобы первую часть, самую ту, которая выходила в 2000 году, или 2005 там год был, я не помню, или Definitive Edition. Но вспоминал, и вообще как бы Definitive Edition, ну, очень хорошо сделан. И не мог как-то, ну, тот старый запустить. Поэтому балдеем. Глен Таран, Дон Салери. Все на месте. О, и корабль на месте. Прикольные переходы. Lost Heaven Queen. На этом корабле нам снова придется убивать людей с ведром или как? Скорее всего, потом сразу вторую часть сыграть, что ли? Я думаю. У меня было много вариантов сегодня, какую игру запустить. У меня также Hogwarts Legacy есть. С сохранением на Рождество. Там прикольно. Атмосферка самая то. Можно будет поиграть в него. Ты, Томми, Томас Анджело. детектив Норман. Вы один? По своей воле сюда никто не пришел бы, разве что санитарный инспектор. Что вам принести? Чашку кофе и все. Хочешь глотнуть? Нет, спасибо. Как хочешь. Итак, по телефону ты сказал, что есть предложение ко мне. Все так. Учти, если тебе надо подмазать копа, то ты не по адресу. Мне не нужны никакие партнеры. Хорошо. Я на мели.
Даже на кофе не хватает. Но у меня кое-что есть. Рассказывай. Вы давно в городе? 3 года. Я начинал в Empire Bay. И вам поручили дело Морелло в первый же день. Ну, так в газетах пишут. А тебе-то что? Скверно. Ведь это дело явно не из простых. И что, ты можешь мне помочь? Да, я кое-что знаю. И что же ты хочешь взамен? Неприкосновенность? Или, может быть, деньги? Ничего. Мне нужно защитить родных. А, семья. Это всегда слабое место. И кто же это? Больная мать или жена с кучей детишек? Жена и дочка. Я так понял, тебе больше не к кому обратиться. Иначе бы меня тут не было. Печально. Отец всегда говорил мне, что без друзей в этом мире не прожить. Да. Но в моем мире все наоборот. Я не удивлен. Слушай, пока я ничего не могу обещать. Сперва я хочу узнать, что у тебя есть, так что, может, расскажешь? Или будешь тянуть время, пока за тобой не придут? Думаете, я в бегах? О, да я это знаю, Томми. Боже, взгляни на себя. Вид паршивый, не спишь ночами. И так часто озираешься, что скоро шею себе свернешь. Сдается мне, на хвосте у тебя очень серьезные ребята, и они не отстанут, пока не отправят тебя на дно реки. Выйдешь отсюда без меня и пары шагов не сделаешь. Мы оба это знаем. Но если ты останешься и все мне расскажешь, быть может, проживешь еще достаточно, чтобы отвезти дочку под венец. Ну, это да. Пожалуй, я заплачу за твой кофе. Эх, знал бы, куда все это приведет. Никогда не знаешь, что ждет за поворотом. Но ведь ты не родился с револьвером в руках. Нет. Я был таксистом еще в 30-м. Погнали. Я работал ночами, так больше платили. И вот под конец одной из смен я повстречал Поли и Сэма. Да, жестко. Крик Вильгельма. Выстрела он до этого не слышал, но вот это он услышал, конечно, сразу. Здесь такси стоит! Повезло! Двигай! Давай! Чё, куда? Неважно. Живо! Давай, давай, я боюсь! Если нас нагонят, нам конец. Но и ты живым не уйдешь. Мне проблемы не... Ля, как хорошо, картинка вообще огонь. Как они вообще узнали, где мы будем? Какая разница? Надо сбросить их. Сколько машин за нами едут? А, я забыл тут то, что все довольно-таки казуально. Держитесь, я кое-что придумал. Что это за типы? Твое дело вести, а не спрашивать. Нам на ту сторону реки. Езжай по мосту Джулиани. Как скажешь. Первая часть, чтобы уйти от этого, Датские. от этой машины, надо было прям реально попотеть. Может, и так пройдет. Все равно я его выйду. Эй, а ты чего уши развесил? Не смей подслушивать. Я просто везу вас туда, куда вы сказали. Вот и вези. Я понял, мы уже близко. Куда мне вести вас на том берегу? Меня достали твои вопросы. Блин, пару дыр-то они сделали у меня на чемодане сзади.
Мой чемодан пострадал. Да ладно. Да не буду я таранить машины. Это их остановит. Делай, что хочешь. Только оторвись от них. Да я не хочу вот эти вот странные тупые штуки использовать. Собственными силами уйду. Они на редкость настырные. Да ладно. Перепутайте наши такси с этим такси, пожалуйста. Сбрось этих горилл! Да я стараюсь. Я даже никого не сбил, прикинь. Ну это пока. Блин, эта лестница дерьмо просто. Тихо. Почему у меня вся машина в крови? Оторвись от козлов. Может, ты убьешь их, Поле? Парни как с цепи сорвались. Или это Фрэнки, я хз вообще. Не, ну походу... Хотя я одну машину, кстати, сбросил с хвоста! Они все не отвяжутся! Блять, я чела сбил. Бабка, уйди. Охуеть. Тихо, тихо. Да, ну, пожалуйста, вот. Ну что это такое? Все, уходим. Все, убежали. Без этой казуальной херни смогли уйти, походу. Вроде уходим. Ого, эти парни как с цепи сорвались. Урода. В смысле, там еще одна машина Они все появилась? не отвяжутся! Ну, конечно, эта сраная машина мне все испортит. Ну, короче, тут, видимо, никак не отвязаться от них без вот этих казуальных приемов. Сбрось этих горилл! Да, короче, пошли. Поехали быстро, а то меня сейчас убьют. Должен признать, ты шикарно водишь! Их все больше и больше. Похоже, они всех подняли. Если не вернемся в свой район, долго мы тут не протянем. Надо двигать домой. А мост же разведен, да? Мы успеем. Какого черта мы делаем? Держись крепче и молись. Никогда
теперь в маленькую Италию. Нормально. Быстрей. Поездка не закончена. Такого я не ожидал. Думаешь, у нас стукач? Думаю, тебе лучше помалкивать. Обсудим, когда вернемся в бар. Да. Блин, водить очень приятно машину. Отлично. Уже близко. Очень приятно. Давненько я машин не водил в Останови возле играх. бара. Сальери, что ли? Да, тот самый. Жди здесь. Зачем? Ты хочешь награду от Дона или нет? Не, ну учитывая, что мы пережили, у меня машина в хорошем состоянии вообще. В идеальном, я бы даже сказал. Ну и лицо у них. Компенсации за твои услуги и ремонт машины. Теперь мы в расчете. Этого должно хватить. Славно. Дон Сальери весьма тебе признателен за все. Если что-то понадобится, деньги в долг, хорошая работа. Только попроси. Дон друзей не забывает. Ясно, спасибо. И еще. Все это только между нами. Если спросят, откуда деньги, выиграл в покер. А насчет царапин на тачке... Пытался объехать бабульку на дороге. Все понял? Конечно. А пулевые отверстия. До скорого, парень. Бабулька была не рада моему обгону? Или что? Эх. Когда я вскрыл конверт, меня чуть инфаркт не хватил. Деньги на ремонт? Да я бы легко мог купить новую. Я думал над предложением Сэма о работе, но был скорее против. Платят хорошо, но связываться с криминалом лучше бедный живой, чем богатый мертвый. Даже удивительно, как я был далек от этого. Окей. Голова пройдена. Бегущий человек. Блин, тут музыка говно, кстати, После той по-моему. поездки с парнями Сальери я поскорее вернулся за руль. Но работалось уже по-другому. Развозя людей, ты проводишь много времени наедине со своими мыслями. И с чужими тоже. Эй ты, шофер! Да, мэм? Привет, Ты енот. работаешь или дрыхнешь? Работаю, мэм. Без продыху. Куда едем? Храм Святого Михаила. Прямо к нему. И поаккуратнее. Я всегда вожу аккуратно. Редкость для таксиста. Я аккуратный водитель. Прямо к Михаилу, да. Выключи этот колдеж. Не могу сосредоточиться. Так-то лучше. Только старая. Значит, храм. Вези меня, мразь! Следи за дорогой.
Да. Скоростные ограничения я соблюдаю. Но дорожные ограничения это уже не. Правил дорожного движения не знаю. Вот И здесь, прав у меня возле нет. парка. Мы на месте. Храм вот он. С вас 30 центов. Взамен чаевых я дам вам совет. Не курите в машине. Я будто в пепельнице ехала. Ага. Как скажете. Чего еще ждать? Бля. Тварь. Найду-ка еще клиента. Так. Такси до того, как стали снимать кино. Я Эмилиен. Хотя Эмилиен француз. Хотя черт его знает, может он и итальянцем был. Или арабом. Не знаю. Мы в дерьме. В галерею. И побыстрее. Ага. Побыстрее это можно. Ограничения сняты. А тебе-то что? Да так, беседу поддержать. Я тебя не за беседы плачу. Езжай давай. Какие все важные, блин, серьезно? Глянь на них. Из-за этого кризиса люди в конец обленились. Теперь-то у них есть повод ничего не делать. Ну так работы же нету. Работа есть всегда. Просто ее искать нужно. Понимаю, вы занятой человек. Таких нынче редко встретишь. Я эту депрессию предвидел. Продал акции перед тем, как биржа рухнули. Так что да, я занятой. Будете весь день разглядывать старые картины? У меня там деловая встреча с коллегой. Хотя тебе-то какое до этого дело? Вот найдешь себе нормальную Комиссар работу, с ты пулеметом. поймешь, о чем я. А пока ты не отвлекай меня. Да, да, хорошо. Да. Блин, классная игра, классная. Так. Копы, 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 копы. Проезжайте, суки, я таксист. Чел, ты под машину не лезь. Ну-ка, дай. Кажется, копы хотят с тобой перемолвиться. Останови перед галереей. Пизда. А, боже мой, это что не так? Где я ошибся? В чем? Ну, типа, да, я не знаю, там не было светофора. Побыстрее. Ага, побыстрее это можно. Решили развеяться? А тебе Суки. да, так, беседу поддержать. Я тебе не за беседы плачу. Езжай давай. Блин. Ты глянь на них. Из-за этого кризиса люди в конец обленились. Теперь-то у них есть повод ничего не делать. Ну так работы же нету. Работа есть всегда. Просто ее искать нужно. Понимаю, вы занятой человек. Блин, какой из Таких себя нынче редко важный этот встретишь. чувачок. Я эту депрессию предвидел. Продал акции перед тем, как биржа рухнули. Так что да, я занятой. Будете весь день разглядывать старые картины? У меня там деловая встреча с коллегой. Хотя тебе-то какое до этого дело? Вот найдешь себе нормальную работу, так поймешь, о чем я. Я, кстати, завтра иду на собеседование на работу. Хорошо. Так что, елки, я тоже не без денег. Я, блин, вообще-то иду работать. Да. Надеюсь, все выгорит. Я без дела не сижу. Елки,
Иголки, да. Укуси меня, пчела. Останови перед галереей. Спасибо, приятель. Вот полбакса. Не трать все сразу. Я постараюсь. Полбакса. Как щедро. 50 центов просто дал. Почему все клиенты сегодня такие козлы? Так, Да. следующий. Кстати, мне деньги за сборку ПК вернули. Херово выглядишь, приятель. Я-то с 5 работаю. А с тобой что? Бухал. Ну ясно. Бухал. Куда поедем? Маленькая Италия. 21-я улица. Ладно. Я не скажу копам, что тебя выпивка несет. А ты не скажешь, если я скорость превышу. Договорились? Заметано. Много заработал сегодня. Да так. Меньше, чем хотелось бы. Окей, колбаска, да-да-да. Теперь ни у кого нет денег на такси. Чую, мы в полной Воняешь жопе. слабостью, Я тебе ёпкер. только Воняешь потому и сел, слабостью. что бухой и плохо соображаю. А, Копы видят пьяных каждый день. Им нужны те, кто бухло перевозит и продает. Я видел, как они за меньше людей забирали. Ну да. Если они хотят с тебя что-нибудь содрать, могут к чему угодно прицепиться. Черт, в этом городе продается все. Уж это точно. Почти приехали. Высади меня на углу. Лады? Эй, у моего двоюродного брата кофейный лоток за углом. Скажи, что тебя прислал Лючио, если зайдешь к нему. Спасибо. Как-нибудь ПК не зайду. ебал. Лады. Нормально так поработали. At this moment he knew he fucked up. Yes. Mm. Так, как там? Во, вот эта вот песня. Угу. Я сделаю все как надо. О, Господи! Эй, как дела, друг? Помнишь меня? Ты кто? Да? Это что, Томми из острых козырьков? А что он делает в этой игре? Морелло недоволен. Зря ты помог грабежам Сальери. Я разъясню тебе, чтобы ты всегда помнил, чей это город. Какое-то время походишь под себя. Смотри-ка, он любит пошутить. За ним. Так. Мы эту музыкальную парашу вырубаем. Не долбоёб! Ты чё? Что делаешь, Бени?
Вот это я жестко. А, ребенок плачет. О, блин. Смотрите, кто это? Дино, Лу. У вас есть дело к Дону? Не, нам бы с этим таксистом поболтать и все. С этим? Ага. Знаете, это любимый водитель Дона. Если хотите сказать что-то ему, скажите мне. Правда? Ну, вот что, дружище, мы так просто не уйдем, учти. Может, тогда вы здесь и останетесь? Ну что ж. Еще Да, дед Майкл стоит. пойдем, Лу. Спасибо. Это мелочь. Пошли! Познакомишься с Доном. Доном Сальери? Да. Эта история его повеселит. О, ну сразу. Вечеринка с коктейлями. А, это мне тут надо поджечь машину. Убийство, криминал, ужак, да. Как твое имя, сынок? Томас. Томас Анджело, сэр. Фрэнк сказал, у тебя проблемы? Да, сэр. Мое такси здорово размолотили. Люди Морелло пришли к Томми. Он помог нам тогда. Это такси твоя работа? Да, сэр. Я чувствую перед тобой ответственность. Я дам тебе небольшую сумму. Как раз хватит на починку машины. Большое спасибо, сэр, но деньги мне не нужны. Тогда в чем же дело? Я хочу добраться до уродов, разбивших машину. Ты слышишь, Фрэнк? Парню нужно мое разрешение, чтобы подраться. Да, я слышал. Ладно, Томми Анджело. Все быки Морелло торчат в его баре. Поле, ты знаешь. Конечно, босс. Хорошо. Ты поедешь туда с Томми. У бара есть парковка. Там стоят их машины. Разнеси пару тачек. Пусть Морелло узнает, что на моей территории нельзя избивать честных работяг. Спасибо, мистер Сальери. Я не подведу. Вот те и слово пацана. Томми, вернешься? Обсудим, что делать дальше. Работяги. Подмигивает сидит. Так, ладно. Здесь никто не знает. Так что потише, лады? Ладно. Босс уже закончил? Не, можешь и дальше хер пинать. Кто этот новенький? Да шофер один. Чего? Дон Сальери, вы не представляете, как я счастлив узнать, что вы собираетесь посетить свадьбу моей дочери. Прошу, если у вас есть какие-то особые пожелания, дайте мне знать, я все устрою. Это будет чудесный праздник, с вашим благословением мы вспомним еще больше. Ваш верный друг Джованни Романо. Мы ему помогаем. Это типа отсылка... Будет боссу возить? Нет, я... От тебя работа так просто не уйдет. Ненавижу сидеть без дела. Это типа отсылка к крестному отцу, Если босс считает, где что крестный тебе отец еще был на рано свадьбе. так собирать, что понятно. Prohibition here's to stay. Сухой закон остается в силе. Производство и продажа алкоголя по-прежнему запрещены. Непонятно. Не понимаю, чем Те самые времена. что мне надо. Поль Ламбердо. Он больше похож на Микеланджело из черепашек ниндзя. Боюсь, для тебя бар закрыт. Черчилль. Это Гувер. Не.
С Поли или Он... Сэмом? Кем был Гувер? ЦРУшник, ФБРовец? Герберт Гувер. А, президент Герберт Гувер. Но был другой какой-то Гувер, который был, по-моему, каким-то чуваком ЦРУ или типа того. Однофамилец. Да и пора мне вообще-то. Ну ладно, проходи сюда. Сперва я познакомлю тебя с Винни. Он, конечно, то еще хамло, но Фрэнк и Дон знают его уже 100 лет. Чем занимается? Мы заходим к нему, когда нужна тяжелая артиллерия. Он снабжает нас пушками на случай неприятностей. Блин, какая графа офигенная просто. Не, приятно, очень приятно. Вообще. Да. Я как будто впервые играю вот этот Definitive Edition, серьезно вам говорю. На фулл настройках ни разу не играл. Чао, Поли! Смотри, какой штуцер! Это кто с тобой? Винни — это Томми Анджело. У нас с ним есть работенка. Ясно. Что ж, чудно. Привет. Нужны револьверы, ружья? Не, нам только уделать пару-тройку тачек. Графонище. Ну я человек не привередливый. Классика! Разобьет все! Если биты недостаточно, у меня есть еще парочка коктейлей. Аккуратнее с ними. Не спалите себе волосики. Рад встрече, Том. Если Поли станет тебя прессовать, скажи мне. Я его мигом на место поставлю. Блин. Да, вот Если парни тебя чисто не ради трогают, карточек заведи с девчонками ко мне. Тебе ствол. хотелось бы вторую часть даже Альфи поиграть. сидит в гараже. Он мало с Тут придурью, как-то но вообще в с этим тачках туговато. реально. Печально. Не понимаю, как этому кретину удается чинить движки. Наверняка колдовство какое-то. Эй, умник! Вытащи свою голову из жопы! Охренел, Полли? Нельзя-то так пугать людей. Извини, Ральфи, я же просто пошутил. Ты еще хромаешь? У нас тут теперь уже 2 коллег. У нас ничего общего. Ты понял, Ральф? Конечно, Полли, да. Томми Анджело. Рад знакомству. Я говорил, Ральф у нас немного того. Но пригонишь ему чужую тачку, она станет твоей. У нас с Томом одно дельце. Нужна машина. Как насчет этой, Полли? Это не хот-род, но по городу ездить можно. Ладно, погнали. Ты за рулем. И чтобы не вздумал снова бездельничать. Подожди, перережу тебе тормозной шланг, урод. Не Стрёмный понимаю, какой. на кой черт Ральфи дал нам эту тачку? Я пытался показать тебе красивую жизнь. Привет, Михаил А мы Спринов. ползем Здорово. на колымаге, которую моя мамаша Наступающий. могла купить лет 20 назад. Знаю я Ральфа, наверняка он у моей мамаши ее и спер. Да нормальная машина. Не все же в такси гонять. Да ладно, не притворяйся. Это же просто ведро с гайкой. Слушай, там в грузовике был виски, Да, новый поставщик. и вы вот так открыто его покупаете? Обычно нет, но это была первая партия. К тому же у копов хватает ума не заходить на нашу территорию. У Морелла, чьи тачки ты скоро подпалишь, еще больше дружков полиции, чем у нас. Но и у нас все схвачено, если не борзеть. Главное, оглядывайся почаще. Если хочешь бутылочку того канадского виски, ты скажи. Мы припасли немного для друзей. Да я небольшой любитель этого дела. Раньше я мог накидаться самогоном, но давно уже завязал с этой дрянью. До добра это не доводит. Завязал с алкоголем, чё? Ну, наш это пойло высший класс. Да, Можешь ремейк первой смело части. пить и не бояться, что ослепнешь. Хорошо, спасибо. Важнее самого бухла то, в какие заведения мы его поставляем, Том. Видел бы ты тамошних дамочек. Для нас там всегда все по высшему разряду. Лучшие места, лучшая жратва, лучшие девки.
Сейчас я просто хочу испортить день козлам, которые испортили день мне. Ну, ладно. И вообще, от этого одни неприятности. Это говорит тебе парень, который собрался... Не, ну жечь картинка машины классная, ну глянь. Если что, ты меня защитишь. Все пройдет гладко. Если гладко не выйдет, не дай им срисовать твою морду. Или врежь им так, чтобы они ее нахрен позабыли. Пропустить поездку можно? Лол, что? Да, я Lies of P прошел до конца. Идеально просто, смотрите. Пропустить поездку можно. Ходят сюда покурить и поболтать, а тачки оставляю сзади. Барелла. Ленивые засранцы. Обычно их охраняет какая-нибудь мелкая шестерка. Давай! Вчера сюда. прошел. Проберись внутрь и разнеси их машины. Концовкой на этот А ты зачем идешь? Вдруг тебя подстрелят. на человечность или типа того. Там в итоге Тофию зарядил. Ладно, пойдем тихо. Ты же Эрго. умеешь красться, да? Ага, вот так. Пиноккио СИЗО пустил по бате. Однажды они и тебя возьмут. И вроде стали человеком Если они даже. нас не увидят, то и стрелять не будут. Лезь через ворота на крышу. Я пойду и отвлеку этого быча, а ты пока подбери сзади и втащи его. Я отлично умею отвлекать. Прямо мастер этого дела. но многие в городе очень злы на босса. Береженого Бог бережет. Главное, что платит он вовремя. Эй, ты что делаешь, чертя дери? А что я делаю? Что ты несешь вообще? Что слышал? Какого черта ты здесь делаешь? Ты кто такой? Я недоумеваю, какой идиот приказал тебе стоять здесь? Это Дино. Он мне Да, на тебе! Пиноккио СИЗО пустил батю. Там есть горячая женщина. Горячая женщина. Ну, идем к машинам. Бери биту и начинай махать. Так. Я не буду за тебя это делать. Тебя явно взбесила эта тачка, да? Ах ты ж! Эй, отвали от машины. Лови его, Том! Но! Но! Том, скорей! Сейчас придут другие. Швыряй молотом. Подай тут огоньку. Отличная работа. Охуенно я кинул, конечно. Горящих по крыше. А, не, нормально. Ауч! Это парни Морелло точно услышат. Шахнула на весь квартал. Нам пора. Возьмем тачку Дина. С чего ты взял, что это машина Дина? Если меня кто-нибудь бесит и у него крутая тачка, я уже А, знаю, горячая женщина. Я ее убил, кстати. Ну, я реально охерел с нее. Это вот самый сложный босс был. старые способы самый верх. Прямо в ворота. Надо свалить отсюда, пока громилы не прибежали. Они стреляют. Гони, гони! Твари! Господи. А, черт! Том, легавые! Ну и Да. что нам делать? Гнать как можно быстрее, пока не оторвемся. Хороший план. Они разозлились. Не будем злить их еще больше. Все. Я сказал, Блядь. держись подальше, ты не понял? И он так быстро нагнал меня. А у них прям с разворотом беда, да? Сейчас спереди еще будет машина 100%. Оторвались. Держись от них подальше, и они отстанут. Я понял. Аккуратнее, они все еще ищут нас. А как
Какая кнопка была крейсерский включить? Я не помню. Пронесло. Поехали, доложим боссу. Я думал, легавую Сальери на содержании. А, Л. Некоторые постовые, а у Морелла сам шеф полиции в кармане. Ну и как тебе? Круто было? Что круто. Уделать этого парня, угнать у Дина тачку. Круто же. Пожалуй, да. Первый раз самый лучший, Том. С ним ничто не сравнится. Ну, подходит тебе это? Такая жизнь. А тебе-то что? Напакостил. Ну, я просто интересуюсь. Люблю вопросы задавать. Сомневаюсь, что вы с Сэмом каждый день курочите машины на парковках. Ну, иногда мы заняты, иногда не очень. Меня вот не принимали так, как тебе. Ты не дрючил дружков Дина и не забирал его машину? Не, я воровал тачки, и меня наконец заметили. А когда меня прижимали копы, я никого не сдавал. Однажды мы с Винченцо разболтались возле бара, и я стал с ними работать. 10 лет уже прошло, а я все еще здесь. Я только приоделся получше, а Винни уже старый хрыч. Я думал, что в семью берут только благодаря каким-то связям. Брат там, или дядя, или... Ну, бывает, что кто-нибудь приводит своего родственника. Вот, например, Карло. Папаша его был с Доном «не разлей вода». Поначалу к такому человеку больше доверия. Но многие из нас попали в семью прямо с улицы. Давай пропустим по стаканчику после того, как навестим босса. Ну, у меня на вечер планов нет. Ясное дело. Вот наши планы. Влить Винни столько бухла, чтобы Луиджи снова пришлось его выставить за дверь. Не возражаю. Еще бы. А что с тачкой, на которой вы уехали? Бросили ее. Почему? Потому что корыто сраное. Это же лучше. Может и лучше, но окно разбито. Зато свежий воздух. Красота. Да. Окей, пойдем. Блин. Ты все еще с ним? Да, типа того. Блин, я его сейчас ударить хочу. Все готово. Разобрались? Более чем, мистер Сальери. Я понял. Садитесь. Видели Морелла? Не. Но он лопнет от злости, когда узнает, что случилось. Теперь он долго не сможет думать головой. Видишь, этим мы с Мореллой и отличаемся. Я бизнесмен. Я использую мозг. Каждое мое решение полезно моему бизнесу и парням. А Морелла вспыльчив. От злости у него сносит крышу. Когда он взбешен, он тупеет. По поводу Томми можете не беспокоиться. Этот парень был хорош, босс. Я очень рад. Мой бизнес растет. Нужен парень вроде тебя помогать в баре, ездить по делам, следить за оплатой счетов. Ты в деле? Это честь для меня, сэр. Хорошо. Хорошо. Поли и Сэм за тебя поручились. Но тебе надо запомнить наши правила, так что соберись. Первое. Мы никогда не материмся. У нас богатый язык, и если ты не можешь обойтись без мата, значит, ты ленив или глуп. Блин. Второе. Никаких дел с наркотой. Мне это не совсем не кстати. Материться Пускай нельзя. Морелло травит своих Ладно. людей, если хочет. И третье. Нам не нужны проблемы с копами. Кое-кто у нас на ставке. Но если Все. зайдешь далеко, Получается, придут другие. не Это материмся. ясно? Да, мистер Сальери. Не материмся. Тогда я спрошу у тебя еще кое-что, Томми. Поли и Сэм рядом со мной не потому, что они сильны. В городе есть парни покрепче их. И Фрэнк со мной не потому, что умен. Хотя в цифрах ему нет равных. Все эти люди
здесь со мной, благодаря одному качеству, которое я очень ценю. Это Длинный качество член? должны ценить мы все. Понимаешь, о чем я? Нет. Это что за намеки пошли? А, понял. Именно. Будешь со мной честен, жизнь пойдет как по маслу. Но если предашь меня, Дон Сальери, я не доставлю вам проблем. хорошо. Без матов во время принес мафии, да. Прекрасно. Так, я голоден. Луиджи, накрывай. Очень рад. Фрэнк. Наш бармен Луиджи повар так себе. Зато его дочь Сара — Мадонна. Окей, все. Теперь я семьянин. Первое время Многодетный жизнь Мари отец. Сальери текла неспешно. Или Я сын таскал многодетный в ящики, семье. доставлял послания. Парни бездельничали и болтали о жизни на родине. В общем, мы просто ждали. Я уж начал думать, что никакие опасности мне у Сальери не грозят. Ну, Откуда ж мне было знать? Ты Томми? Ага. Босс хочет тебя видеть. Спасибо. Кабольда. Так, а что на втором этаже? Блин, почему мне походка такая странная, как будто бы... Не знаю. Мы ведем сидячий образ жизни. А, хотя же он таксист. Ну да, скорее всего геморрой есть. Блин, игра-то реалистичная получается. Играем за геморройного водителя. О, ну, кстати, это он и есть, скорее всего. Вот и он. Простите, опоздал. Садись. А, он умер? Ничего себе. Томми за рулем, Поли и Сэм на вас остальное. Все как обычно. Сегодня весь день в разъездах. Билл задолжал нам за мотель в том месяце. Проследите, чтобы не забыл процент. Без проблем, босс. Постарайтесь не распускать руки без необходимости. Клиент должен понимать, какую важную услугу мы оказываем. Вы должны быть ангелами-хранителями, гарантировать защиту. Мы не костоломы вроде Морелла. Мы выше этого. Но услуга стоит денег. Мы справимся. Возьми у Ральфи машину. Хорошо, Так мы пошли просто трясти бабки у какого-то чувака. Винни передает, что у него для тебя кое-что есть, Том. Зайди к нему. Сегодня я ни Наверное, хочет рассказать дурацкую байку о том, как надрал кому-то жопу лет 20. 24-го. Максим Пинскер. Эх, скоро некому будет озвучивать игры. я увидел это и сразу же подумал о тебе. Короткий ствол. Ты как увидел этот пистолет, подумал про меня? Серьезно? Такие, что Ну внушают ладно. у вас. Ты когда-нибудь носил пушку? Стрелял пару раз на ярмарке. Это не в Привет, счет. Зуаринг. Направь Ты её на кто? вон туда. Ну, блин, даже не знаю, вопрос интересный. Так. Это типа тот вопрос из разряда Смотришься ты «Кто ты сам. по жизни?» И Ну, мозги. я человек. Теперь перезаряди. Вот здесь открываешь и готово. Так, хорошо. Еще запомни. Пушкой светить нельзя. Держи ее за пояс. Кто я? Отлично. Меня зовут Когда Джилстан. начнется пальба, С наступающим, ты это, кстати. Ищи укрытие и старайся не обосраться. Спасибо, Винченцо. Я ценю это. Нормальный Это пистолет, для да. босса и Фрэнка, Винченцо. А для тебя я просто Винни. Пока Винни Пух. Джекстет, здорово. А кто? Да, привет, привет. С наступающим, ребята.
Блин, курит, 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 курит. Говорит, Морелло все еще бесит. Спасибо, спасибо. Ты знаешь, как в такую залезть, Томми? Локтем в стекло, суешь руку. Ремейк огонь. А потом везде Балдежный. вставлять стекло. Правда, некоторые моменты они, конечно, немного оказуалили. Учись. Особенно в начале, когда на такси надо убегать Да ты просто волшебник от Рафи. бандюганов. Когда впервые встречаешь Полю и Фрэнка. Так, ага. Ну а так, в общем и в целом, игра огонь. Графика, катсцены. Вообще все хорошо. По крайней мере, пока. Знаешь, вот. Не к чему придраться. У него пекарня на Лонгмен-стрит. Знаешь, где это? Ага, знаю. Эл снова задержал? Похоже, да. Очень Вчера, кстати говоря, прошел игру под названием Lies of P. Это Souls-like. От корейских разработчиков студия Round 8. Я вот по ней собираюсь пилить видос, типа обзора. Ну и скорее не обзор, а просто осветить, рассказать об игре побольше. Потому что игра как-то прям, ну, незаслуженно не популярна. И она даже никаких наград как будто бы не получила в Games Awards. Вообще удивила данная тема. Игра слишком хороша. Я вчера ее прям конкретно полюбил. Я даже подумал ее на новую игру плюс пройти. Я там уже начал проходить, до завода Вини не дошел. Слава разрабам, что они облегчили ту самую гонку. А, та самая гонка... Мы на месте. По-моему, она... Смотри, как мы работаем, Том. Иногда все идет как по маслу, но иногда Имеет нам пытаются дать отпор. тот самый... И тогда приходится импровизировать. Понял. Просто делай, Ну, ту что самую я говорю. сложность, классическую. Но я сейчас играю на классической сложности, если что. Сэм, Поли, как дела? Классно. Как крошка Джулия? Так, что это такое? Уважаемый мистер Берторелли, уведомляем, вы не выполнили свои обязательства по оплате займа. Срок оплаты задолженности прошел 15 июля, вы не получили от вас ответа на просьбу об оплате. Если полная сумма задолженности не будет выплачена в течение 2 недель, я буду вынужден поручить банку начать процедуру изъятия вашего дома и предприятия. О, прошу принять. О, кошмар. Крошка. Такая же ягоза, какой была ее бабуля. Это здорово, Эл. Просто Да-да, она такая У тебя была. никаких проблем нет? Может, шпана достает? Нет, нет. Ничего такого. Хорошо. Так ты собрал деньги? Они там, в подсобке. Я сейчас. Том их возьмет. А ты стой там, чтобы мы тебя видели. Трудный выдался месяц, Сэм. Я беспокоился, что не соберу, сколько нужно. Эл, я так и знал, что ты не подведешь. Но хорошо, что ты беспокоился. Как же нам защищать тебя и крошку Где деньги? Джулию? Infami, fetosi, voi ci succhiate il sangue. В столе! Коричневый конверт! Простите, бабка. Via di qui. Lasciateci in pace. Нашел. Увидимся через месяц, Эл. Скажи нам, если что-то понадобится. Что угодно. Конечно, Сэм. Конечно. И маме своей привет передавай, ладно? Серьезно, сигарет так бросить? Ну, блин. Ребят, ну вы чё? Рад был вас повидать. Блин, мне даже жалко этого чувака, реально. У него и так большие задолженности, он, скорее всего, лишится этого бизнеса. Так, дальше по плану магазин Старого Юджина. Китайская лавка на Таллоу. Он еще не помер? Того, гляди, и помрет. Вроде там рулит его племянник. Том, на самом деле старого владельца зовут не Юджином. Он китаец. Но его имя звучит похоже на Юджин. Так что мы его так и прозвали. Когда-то Полли разбил ему башку об прилавок. Году в 27-м, да? Ага, весело было. И с тех пор никаких проблем. Так вот, если приглядеться, увидишь кровь на прилавке. Бедняга так и не смог ее оттереть. Мы держим этих узкоглазых на крючке, чтобы банды... Осуждаю. Это наш город, а не их. Но
Я! С Юджином мы пока не знакомы. Может, Эй! придется познакомиться. Это я вас держу под контролем, вы. Я управляю вами. Попутали совсем. Кто кого еще контролирует, блин? Так. Приехали. Сейчас я сам, Сэм. Уверен? Да, уверен. Блин. Он Я- хочет один разобраться. Когда Поли чем-то недоволен, ему нужно выпустить пар. Просто пусть делает так, как он хочет. Вот такой он человек. По голосу понять можно. Порой ему надо давать шанс все сделать самому. Пускай порезвится. Блин. Мне они нравятся. Ай, кошмарит. Да, Собрат теперь азиата. племяннику Юджина не до смеха. Если Поли завелся, его не унять. Как-то раз мы прижали одного портного в Холбруке. С тех пор бедняга прикован к креслу каталки. Может, мы зайдем успокоим его, не? Ну, серьезно. Ай. Вот и он. Быстро управился. Поехали, пока нет копов, Том. Давай в мотель к Биллу. Племянник Юджина заплатит на следующей неделе. Еще и сверху добавит. И как он? Нормально. А прилавок? Ну, чутка кровью испачкан опять. И как сильно? Ничего, вытрет не развалится, когда на ноги встанет. А он понимает, что ломать Ты с нами на дело еще раз, Том. У нас много историй, мебели которые то или иное китайцы предприятие которые это втирают в прилавки в убыток. собственные кровищи. Да, вроде это было нетрудно. Не трудно? В смысле не трудно? Не знаю. У вас как-то Бизнесу. само все выходит. Но Соответственно, ничего. доход будет По-твоему, меньше, это соответственно, денег любому будут по давать силам? Мы с Полей годами работаем на этих просрочками. улицах. И тут приходишь ты и думаешь, Блин, что недальновидные сам ребята влюбился. совсем. Я не говорил это, Сэм. Я... Ты первый день на работе. Ты даже не представляешь, что мы здесь делаем и как мы это делаем. Вот, господи, Сэм, чё он так завелся? Нет, Полли. Этот шкет думает, что он теперь крутой. А я таких, как он, в землю зарывал. Думаю, тебе самое время извиниться, Том. Извиниться? Я бы, может, и извинился, если б не заметил, как ты лыбу давишь. А его проняло, Сэм. Точно проняло. Я отсюда могу унюхать, что он обделался. Не проняло меня. Когда малыш Тони пошел на дело в первый раз, он передо мной на коленях стоял, пока не понял, что я шуткую. Ага, ты справился куда лучше него. Боже, Шоколад-то. ненавижу Ну, ездить ДБТ. за город. Ты вообще все ненавидишь. Но за городом мне хуже всего. Почему заведение у нас в списке так далеко от города? За городом лучшее место для стрелок, карточных игр и... А, это та самая миссия, где... О, тут Мы сейчас должны будет забрать стрельба. целый мешок наличных. Привет, Флимля. Этот парень нам задолжал, понимаешь? А то босс будет в ярости. Да, это место приносит А, ну кучу да, бабла. в Сопрано прикольно Чем было меньше тоже. внимания привлекает заведение, тем больше денег мы с него обычно загребаем. Недавно у мотеля началась новая жизнь. Там на пути... Прошли вчера в Final, да. кубинский ром, Last of P Привозят прямо прошли. сюда? Игра просто а потом мы продаем его втридорога. чистый Обмен балдеж. проходит в мотеле Билла. Он под защитой у Сальери. Очень высоко Но босс и оценил игру. другим семьям разрешает им пользоваться. Прям хочу по нему видео сделать. Для поддержания мира. К тому же он так далеко, что всем насрать. Пока все получают свою долю, зачем Да, кому-то очень идиоту? прям с душой и жизненно сделали. Приятно. Даже пропускать поездку не Начал хочется. тосковать по улицам и тротуарам, как я. Похоже, ты не очень-то любишь природу, Полли. Он ничего не любит. Ну, Не вот гулять, дирижабли. Не заперти сидеть ни в городе, ни за городом. Терпеть не могу быть на природе. Скажем, принимать поставку бухла посреди какого-то поля. Всегда говна по колено, холод собачий и темно хоть глаз выколи. Что, теперь ты с нами, Том.
сможешь делать все то, что Поле ненавидит. Что ж, рад. Ну, был там Симон, легчайший, я его где-то с попытки 4-й завалил. Потом последний самый босс, это вот марионетка была Джепетто. Ну, он тоже намного легче оказался, чем, ну, как там, чем та женщина. В общем, третий босс с конца, та женщина на мосту, самый кончелыжный босс вообще, что вообще есть в этой игре. Ну, в плане сложности. А самый последний, Лавкач этот, его, ну, просто надо передамажить и уворачиваться от его атак. Там парирование особо сильно не помогает в некоторых моментах. Проще всего, лучше просто, ну, реально там увернуться. В первой фазе парирование еще работает хорошо. Но потом уже, когда он переходит в этот вот двухклинковый режим, двуручный, там, с копьем, там, все вот это вот. Я просто там уже, понятно, все с тобой, короче, надо уворачиваться и так далее. Просто на нем все применял. В итоге отлетел очень быстро. Не курить. А я тебе бандит. Ага, елка лахпота. Угу. Поле продырявили. Скажи Сальери, теперь это место наше. Капищ. Только суньтесь. Закончите еще хуже, чем ваши дружки. Забери Сэма. Они выбивают из него информацию. Нужно отвезти тебя к врачу. Это подождет. Сперва вытащи Сэма. Ладно. Привет, Маша, здорово. Босс сказал быть начеку. Они были здесь. Боже. Ну, я немного не так хотел, конечно, но... Похоже, мы его спугнули. Куда он делся? Может быть, он там? Эй, сюда! Он где-то рядом. Splinter Shell. Может быть, он там? Ну и куда он пошел? Да у меня... Он пустой, взять его! Ты пустой. С наступающим, Машем, здорово. Мне тут все немного весело. Я вступил в семью мафиозную. Теперь мне говорят, материться нельзя, поэтому я не матерюсь и все такое. Только ленивые и глупые матерятся. Придерживаемся этого правила. Вон там! Нет, дерьмо! Блин, вот стрелять намного приятнее, чем... Да, тут вообще классно. А, ковры. Роберто Гилотти. Принесем городу процветание. Выбирайте Роберто Гилотти, городской совет. Это уважаемый гражданин Лос-Хевена, владелец заводов и верфи, создатель множества рабочих мест, друг города, хороший отец и верный муж. Отличный любовник. Так. Сухарица там сидит. Что он там делал? Непонятно. Это что, пистолет? О, погоди-ка.
Да какой? Да какой? Я хочу пистолет взять. Да как я, ну я понял, хорошо, я понял. Так, все. О, боже мой. Только глупые не матерятся. Когда хочется материться. Только глупым не нравится то, что их называют глупыми, когда им запрещают материться. Так. Угу. Журнальчик. Family friendly content. Правда, тут происходит убийство и все такое, но это ничего. Сэм! Ох, и досталось тебе, дружище. Да что они успели с тобой сделать? Это буквально, ну, минуту-две прошло. Держись. Все будет хорошо. Ты же здоровяк. О, боже. Это что у него было? А, это сумка. Это сумка прям с деньгами? Ничего себе. Целые 2 минуты будет. Где Сэм? Внутри. Он жив. Тогда забирай бабки! Ты какие-то продрявленные. А, это машина. Я вообще попадаю, типа? Серьезно? Я хорош. А, я забыл. Я же там глупую музыку вырубал. А тут надо включить. А то я думаю, что-то не хватает. Не уйдешь. Все, накатался. Ощутил цену такой жизни. Видимо, прямо тогда и надо было сваливать. Но я уже не мог снова стать никем. Интермедия. Так вот, значит, как обычный водила вмиг превращается в мафиози, да? Просто повезло. Тогда я так не думал. Я припарковался на той самой улице, где из-за угла внезапно выскочили Полли с Сэмом. Так вообще бывает. Мне казалось, что здесь не обошлось без высших сил. Ну, если тебе от этого легче, приятель, все же тебе повезло. В смысле, еще вчера ты был честным работягой, пахал как вол, а все относились к тебе как к иммигранту, как к куче дерьма. А теперь у тебя полные карманы грязных денег. Привет, Арканук. И Да. ты уже хозяин жизни. Все не совсем так. Тогда Сальери еще не рулил городом. Дон Морелло зарабатывал в десятки раз больше него. Покупал копов, политиков, судей. А кого не мог купить, запугивал, чтобы не мешали. О, привет, Гудзон. Привет, Да ребят. уж, он С и наступающим правда вас. заставил весь город ходить на цыпочках. Да. Вы слыхали про Джоуи Сухаря?
Его имя было в деле Морелла. Боксер, да? Да, Первый раз. тот самый. Не. Ну тогда, вот, в момент выхода я в него играл, но прикол в том, что я тогда графу на фул не ставил, игра тормозила. А Может, сейчас замечтался о чемпионском поясе. классно вообще. Да чтоб тебе! Урод! Спишь за рулем Жой ты, что сухая. ли? Ты смотри, а! Иисус Мария. Господи. Дон Морелло, я не знал, что это вы. Кто-то еще мог проезжать здесь на редкой иномарке, Джоуи? Нет. Дон, простите меня. Я ехал очень медленно. То есть это я виноват? Нет, нет, сэр. Просто... Я ведь... Просто это моя первая авария. Да уж. Ремонт обойдется недешево. Да ничего страшного, сэр. Колеса в порядке. Только бампер погнулся. Мой брат сможет... Просто убил его. Ага. Посреди белого дня. При куче свидетелей. Да уж. Это все слухи, дружок. Я знаю, что Морелло зашибал кучу денег на поражениях Джоуи и Сухаря. Все так и есть. И все же Морелло разбил бедняге череп и бросил его труп посреди улицы. Что-то не сходится. Может, Дон считал, что карьере Джоуи конец, или пугал других, чтобы платили вовремя. Дон Сальери считал, что Морелло теряет рассудок, когда взбешен. У тебя... У меня, кстати, что другие удивило, проблемы с людьми не про эту Морелло? игру, не про The Day Сперва Before, нет. но про Night все еще Когда играется, и приняли он в семью, всё было существует, и спокойно. как будто бы Бывало, нормально. получали парней, Я его которые установил, хотели отжать я территорию, даже но в подумал, остальном ну, всё как запускал обычно. его, но не играл Толкали еще. бухло, давали Чисто защиту, частенько собирали дань по Побыл мелочи. на главном меню. Там Врать очень не много буду. маньяков и выживших добавили. Иногда мы отрывались по полной. Так что на днях поиграем в Prop Night. Два года уже прошло. Томми, Ничего себе. спасибо, что пришел так быстро. Не за что, босс. Я слушаю. Скоро гонки, ты в курсе? Да, конечно. Поле и Сэм поставили. Ой, да она уже? Да, точно. Хороший парень, Ладно. но задиристый. И деньги тратит. Че, ребята, с первого раза пройдем? С первого раза. Вы видели мои вождения? Я хороший в этом. Колеса, гонять на старом хламе по карьеру. Я подумал, заведу хобби, я люблю тачки. Оказалось, Майки лучшее вложение. Он выигрывает гонку, даже если пешком идет. Потом он занялся серьезными гонками. И я начал время от времени ставить на него. Очень скоро я вернул все деньги с лихвой. Да, Сэм сказал, парень силен. Так и было. Мы сделали всех соперников. Но Ральф узнал, что теперь в гонке будет новый участник. Парень из Европы. И тачка у него пошустрее нашей. Что мы можем потерять? Кучу денег. Но дело не только в них. Много уважаемых людей обращается ко мне за советом. Все они поставили на Майки. Будет новый черный вторник, если он продует. Ну, для всех, кроме Морелло. Типа он стоит за европейцем? Я в этом уверен. Мне поговорить с гонщиком? Не выйдет. Морелло хорошенько его спрятал. К тому же, если он исчезнет или сольется, наши ставки сгорят. Все забудут, что гонки подставные. Что насчет тачки? Как раз о ней, Томми. Ральф знает охранника трассы. Поезжай туда ночью, забери машину европейца, пригони нашему механику, он там поколдует и верни назад. Без проблем, босс. Окей. Сара, принеси мне выпить. Сможешь поскорее? Конечно. Приближается день гонок. Важнейший день спортивного календаря вот-вот наступит в Лост Хевене. Стоит прекрасная погода, город
залит солнечным светом, и на автодроме ожидается рекордное количество зрителей. Знаменитый немецкий гонщик Мартин Лихтенберг, немец, значит, взял паузу в международных заездах, чтобы бросить вызов кумиру Lost Heaven Майки Данну. Поклонники гонок уже дрожат от нетерпения. Да-да-да. Вы поглядите на этого шкета. Ты где был прошлой ночью? Я с тобой был. Ты иди, Том. Я разберусь с этим дурнем. Полли, он тебя домой отвез. Ах да, боже, ну и ночка была. Для тебя, может быть. Но не для тех девок. Том, тебе помочь? Нет, я просто заглянул. Я видел, как ты беседовал с Доном и получил задание. Он не Не сказал. слушай, что просто Сэм заглянул. болтает. Те пташки пели только для меня. Так. Ну тут, конечно, такая миссия сейчас. Пригнать машину, без царапин и так далее. Том. Так, тут 5-6 вместе с тем, что уже за баром. Эй, Томми, сегодня важный день, да? Ты уже видел гонки? Такое не пропустишь. Сальери не даст Морелло лишить его победы, так? Нет, сэр, это будет ему уроком. Итак, сегодня ночью мы заберем тачку его гонщика. Мой друг Бобби охранник. Дашь ему на лапу, он покажет, где тачка, и отвернется, пока ты ее увозишь. Молодец твой Бобби. Точняк. Есть один парень, Лука Бертона. Перегони тачку ему, это под мостом Джулиан. Я вот одного не понимаю, почему Ральф не может поколдовать над этой машиной. Какого черта я еду к Лука Бертоне? Гоню тачку назад, и Бобби больше не придется отворачиваться. Но поторопись, Бобби заканчивает в 1:30, а его сменщик — мудак. Красноречиво. Привет. Если тебе нужно оставить тачку там, где ее никто не найдет, пригоняй ее в гараж. Карл его Ну, наконец-то расчистит. логично. Спасибо, буду знать. Логично. V8. Болт. Погнали. Гна. Let's go. Не, ну они, не знаю, мне нравится. Не, ну вот тот, который вот это, конечно, ну это вообще, да, забей. А то, что вот сейчас у меня, вот, это прикольно. Упс. Он сам виноват. Да. Остерегайтесь, человек без прав на дороге. Ты Бобби? Ага. Твою тачку отгоним в гараж. Там никого нет. Да, стиль был, Альфи мои согласен. Изящные они Если у тебя были. деньжата есть. Ну, кроме того, что вот я вот указывал, ну, того непонятного Завтра квадрата. все припрутся сюда. Весь город. Пронесут бухло, начнутся драки. Ненавижу эти дни. Да ладно, зато выходные здесь лучшее место в городе, чтобы деваху подцепить. Даже не начинай. Знал бы ты, что я повидал. Изнасилование, избиение и так далее. Я понимаю, что он повидал. Мы на месте. Я на скрытничек. Вот она. Каразелла серии С 29-го года. Лучшая в классе. Жаль ее раскручивать. Если Какого куку увидят класса? такую на улице, 8-го то будут класса? задавать вопросы.
если догонит ее. Постарайся не разбить ее, ладно? Значит, Хорошо. от Бертона надо Заметано. вернуться к полвторого, до прихода сменщика. Да, он мудак. Слыхал. Какой ублюдочный машинка. Лихой. Вы гоните? Он серьезно? Он собирается на этой машине гоняться на гонке? Да это ж Бэтмобиль просто. Он без шансов всех обгонит. Это бред какой-то. Ну ты! Не-не-не, мне насрать. Нормально. Ох, какая она красотка. У нас мало времени. Доехал хорошо пока что. Быстро. Прогуляйся. Папа, не гони. Ну, привет. Классно. Бертона. Это прям его же и бизнес. Нормально. Все, готово. Спасибо, Лук. Надо вернуть ее, пока не хватились. Угу, ёлка. Осторожнее с ней. Это малышка с норовом. Эй, передай мистеру Сальери, что я всегда рад поработать. У меня много заказов. Но вы, ребята, особенные клиенты. Есть тачки для дела, есть для понта. О цене договориться. Лишь бы паренек Сальери победил. Это главное. Да уж. Веди осторожно. Сыну нравятся подобные игры, поэтому не удержался. А? Что это? Что это за индикатор? Понимаю. В чем хитрость? Да, он стал пердеть много. Угу. Так. Да, я понял. Я понял, какая сложность. Тихо. Этот сраный Лука Бертона машину просто искалечил. Теперь она виляет влево-вправо. Так и ускоряется пердежом. Блин, что-то виляет. Тихо, 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 тихо. Давай, давай.
Без шансов, ребята. Без шансов. Штраф платить не намерен. Не сегодня. Допрашивайте моих земляков-китайцев, так сказать. Вы чё, они не мои земляки. Я из Якутии. Республика Саха. Я должен успеть, да ну, не. Понял. Я понял, хорошо. Форсаж 0. Форсаж 1932. Да. Ладно, сейчас сделаем. Не, ну машина, конечно, с нравом, реально, с норовом. Это он прям очень хорошо описал. Машину прям реально контролировать надо, она теперь какая-то непредсказуемая, что ли. Непредсказуемая голубая стрела. Тихо. С дороги. Гонщик без прав. Это прям зарисовка на тему. Девушка сказала, что дома нет родителей, так сказать. Ну, гладко. Вернулся. Слава Готово дело. Она едва ездит. Отлично, теперь пошли отсюда. Завтра важный день. Лобовухи-то нет. Да, прикинь. Фанаты за DB Force создали петицию с просьбой продолжить разработку игры. Фанат создал петицию, которую подписали вроде бы более 700 человек. Не вдохновлены концепцией и атмосферой в DB Force, игроки призывают создателей вернуться к разработке. Я молюсь, чтобы он достал ствол, потому что мужик за стойкой явно не... Им надо вообще отказаться от New Fortune City, очевидно. Как утверждает автор петиции, трансляция с DB Force собирает сотни зрителей одновременно, которые не знают, как им приобрести игру. Ключи на нее, кстати, на вторичном рынке продают за 200 евро и дороже. А, дерьмо. А я его обратно бэкнул. Дерьмо. Да ладно. И даже копов не вызвали. Не, иногда нужно просто показать, что ты псих. А? Том, можно тебя? Да, Фрэнк. У нас серьезная проблема. Что-то с боссом случилось? Нет, с ним все в порядке. Майки Дан наш гонщик. Прошлой ночью парни Морелла крепко его отделали. Сломали руку, челюсть. Бедняга в больнице. Боже. Да, не повезло Майки. В общем, ты займешь его место. Что? Опа. Фрэнк, ты что, Том, даже... гонка начнется уже через полчаса. Это не обсуждается.
Дону важно победить, но еще важнее, чтобы Морелло проиграл. А ты наш Ну, лучший водитель. Иначе я очевидно думал, что игра уже практически не существует, потому что фантастики закрылись. Хоть права и отдали Майтоне, уже подготовил машину, но тем не поезжай менее. туда поскорее. Ну что ж, погнали. О, боже мой. Jesus Christ. А у меня машина какая? Красная? О, она быстрая. До свидули. А, фак. Тихо. Летим просто, летим, нормально. Ух. Тихо. Есть шанс, все равно есть шанс. Получилось так себе, конечно. Но что-то сомневаюсь, что смогу догнать, но шансы огромные. Да. О, этот поворот, вообще ненавижу его. Все шансы, ребят, слышали? Стоит довериться комментатору, я думаю. Я серьезно отстал, насколько? Я их вообще типа не вижу.
Ладно, уровень вождения невероятный, конечно, но... Ну что ж, это будет непросто, видимо. Сложность все-таки классическая, поэтому, да, ты слишком напрягаешься. Да, надо поймать поток. Чувство потока. Все нормально, ща будет. Господи. Нормально, нормально. Дрифтуем. Этот парень умер. Капец, этот желтый этот оторвался, который на мини-карте. А, вам не видно, наверное. Он примерно вот тут. Вон, видите? Желтая точка. Пожалуйста, не виляй. Go, 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 go. Агрессивный прием от Анджела. Зеленый, отстань, а! Дорога ярости. Мамочки. Ты чё, зеленый, отстань, а? Капец, сложно догнать их. Ну там все, там все. Шансы есть.
Да ё-моё! Чувак, ты там поливаешь машину! Какого черта он там поливает машину? Я так летел. А он там машину поливает. Как будто бы он вырастет потом. Приветствуем нашего фаворита из Европы Мартина Лихтенберга. Специально за народных наездов примет участие в сегодняшней гонке. Срочные новости. Каких болельщиков Локхевена Майки Дан не сможет. Тут главное вырваться в начале. Нормально, нормально. Ща я его догоню. Теперь главное не слететь с трассы и ехать аккуратно. С первой попытки. Нормально. Ну ничего, третья попытка, хорошо. Нормально. Это да. Сейчас я могу на этом повороте обосраться. Они рядом. О, Джизус. Невероятное вождение. Потом Анджело. Ошибки не будет.
Навсегда. Естественно. Все. Как люди прибалдели. Могу построить гонку. Точнее, карьера на гонках. Да. Эй, Томми! Вот наш чемпион! Эй, Том, хотел поблагодарить тебя за победу. Я поставил зарплату за полгода. Если б не ты, быть мне бездомным. Я сделал то, чего хотел Дон, Лука. Ну, я все равно тебя отблагодарю. Загляни как-нибудь в мой гараж. Я найду что-то, что поможет тебе подзаработать. Конечно. Спасибо. Я знал, ты не подведешь там. Благодаря тебе мы подняли кучу денег, а Морелло теперь будет мелочь на тротуаре подбирать. А что с европейцем? Бедняга, наверное, примеряет бетонные башмаки. Вот, ты заслужил каждый доллар. Своди подружку куда-нибудь. Спасибо, босс. Выпьем, мальчики. Подружка-то есть? Или все уйдет на Вот выпивку это была еще? гонка, да? Вот так. Нет, но я куплю что-нибудь для мамы. Молодец. Выпей чего-нибудь. Поздравляю тебя, герой. Мне просто повезло. Но я ставила на другого, так что выпивку с тебя. Вот, теперь хоть на обложку. Спасибо. А как надоест праздновать, поищи своего дружка Полли. Он страшно напился, Рад как бы спину. чего не учудил. Рад. Ладно. Доведу его до дома. Опять доводить до дома, серьезно. Полли и другие твои дружки уже выпили половину моих запасов. Ты его нашел? Я найду. Трасса закроется в 6. Пожалуйста, покиньте ее по первому требованию. Ты водила от бога, Том. Винни, Да, ты я. Полли не видел? Он говорил, что хочет пожрать. И бухло заесть. У тебя так легко это вышло. Томми, 20 лет назад здесь были первые гонки. И мало кто смог доехать до финиша. Это все Да, машина ради. 20 лет Я лишь назад. указывал ей путь. Ты видел Полли? Не, он вроде говорил, что хочет есть. Ладно. Хорошего отдыха. Хорошо, Том, спасибо. Congratulazioni, campione. Пранки. Том, твоя победа оплатила год школы для моей дочки. О, Ничего себе. рад помочь семье Калетти. Что ж, празднуй победу. Только присмотри за Полли, пока он не опозорил себя и семью. Я не позволю омрачить этот вечер боссу. Не беспокойся, Фрэнк. Я его найду. Господи, где он? Полиция Лос-Хевена просит напомнить, что продажа и употребление спиртного строго запрещены. Нарушители будут арестованы. Спасибо. Первый раз у нас на гонках. Год назад рев моторов было слышно из окна моей квартиры, но на трассе я раньше не бывала. Нас начнут выгонять еще. Как она себя вела на обратном пути? Раз 5 пыталась боком уйти в стену, но обошлось. Ты нигде не видел Полли? Он был здесь минут 5 назад. Выглядел так, будто смерть свою увидал. Похоже на него. Спасибо, Лука. Итальянский вайб. Молодец, чемпион. В прошлый раз ты так гнал, когда я тебе пушку в башке приставил. Будто сегодня было иначе. Наш квартал купается в деньгах, так что тебе ничего не угрожает. Эй, ты Поле не видел? Он нажрался в хлам. Да почему именно я? Я же герой гонки. Меня вообще на руках должны таскать туда-сюда, типа, ну... Я снова прошу посетителей покидать трассу по требованию и не употреблять запрещенные вещества. Давайте не будем, как
Где тут долбанное поле? Слава богу, ты здесь. Если твой друг не придет в себя, кто-нибудь вызовет копов. Да, похоже, поле уже Да. пора на финиш. В мусорке лежит. А утро сказала, птичка сказала, что? Не знаю, но вот тот охранник сказал, что тебе пора уже домой. Да он козел. Проявил бы уважение. Согласен, но я тоже считаю, что тебе пора закругляться, пока ты все тут не заблевал. Надо. Ты прав. Идем, чемпион. А? Тун наханнер не кусаан дядя. Бран касты. Не коматар кака. Не гаматар. Говорили пьяные. А ходит-то как прямо. Ты молоток, Томми. Классно ходишь. Я был прав. Не ошибся в тебе. Знаешь, что я сказал, когда мы тебя нашли? Что ты сказал, Полли? Я сказал, он классно водит. Дон Сальери, этот парень классно водит. И вот мы здесь. Это точно. И вот мы прямо здесь. Вот мы где. Мне даже неловко, Том. Погляди на себя. Ты теперь, ну, типа гонщик-победитель. Новичкам везет. С тех пор, как ты в семье, у тебя все тип-топ. А знаешь почему? Просто мы с Сэмом оберегаем тебя от серьезных дел. Вот как. Ты не знаешь, как это бывает. Тебе приказывают явиться к Дону, и тебя прямо всего трясет. Я делал жуткие вещи, Том. Мы все тут заодно. Я делаю то, что приказывает Дон. Точно так же, как и ты. Ты похож на меня. Не можешь просто отключать эти мысли. Выбрасывать их из головы, как Сэм. И приходить домой, будто ничего не было. Полли, ты пьян. Перестань болтать, пока ничего лишнего не наговорил. Ты прав. Ты прав. Да. Преданность у поля давно хромает. Мне бы сейчас девку. В этом я тебе не помогу. Отвези меня к девкам. Давай в голубые тропики. Давай-ка лучше домой поедем. О, мост. Езжай через мост на остров. Отвези меня к девкам. Отвези к сладким красоткам. По-моему, лучше сейчас отвезти тебя домой. Я что, дома? Ты меня домой привез? Может... может, ты... Ну да. Девка. А что, это реально было? Придумал. Ладно, я тогда... Сладких снов, здоровяк. Тогда я... Что-то мне нехорошо. Не, нормально. Эх. Он бы потом проблевался бы где-нибудь в голубых тропиках. Ты последний, Том. Тебе налить еще? Не, пойду домой. Томми, пока ты здесь, могу я попросить тебя об услуге? Да, Луиджи, в чем дело? Проведи мою дочь домой. Сару? Ха, я думал, она сама кого хочешь проводит. Да, она такая. Но знаешь, возле ее дома стала ошиваться какая-то чертова шпана, кативи рогатцы. Хамят пристает к прохожим. Сара, девушка с характером. Она может ляпнуть что-то, что им не понравится, и делать дрянь. Если проводишь ее, эти козлы выяснят, что она Дону как внучка. Не вопрос, Луиджи. Почту за честь. Бенни. Сара, мы закрываемся.
Какой офигенный свет вообще. Что Вы видели этот происходит? свет? Как тень ложится, все такое. Том- Прикольно было. Том проводит тебя. Тут-то вроде RTX нет и все такое, но Работа такая. хорошо поработали На со всякий светом. случай. Ладно, если тебе так спокойнее, пап. Дочка. Увидимся завтра. Я возьму пальто. Буду ждать снаружи. А где пальто? А, Сара, ты как? Меня провожать не обязательно. Мы же все равно думали встретиться вечерком. Ну да, Не волнуйся о том, что он может подумать. дело не в этом, Том. Для него я все еще ребенок. Я понял, он тебя опекает. Луиджи многое повидал. Мы все повидали. где повидали? Расскажи, почему ты таскаешь еду? То харбы Я идешь. ее готовлю, и мне решать, что с ней делать. Оля это не одобрит. Может, завтра настанет день, когда он сам приготовит себе завтрак. Это ее квартира? В смысле, это чё? Можешь постучать в дверь? У меня только 2 руки. Это чей дом? Сара! Это мне? Да, но Мгм. боюсь, там меньше, чем в прошлый раз. Этого хватит. Нонна думает, что ты ангел. Да он не любит, когда еда пропадает зря. А это? Ну, конечно, это Томми. Сара о вас много рассказывала. Надо же. Ты теперь знаменитый гонщик, Том. Все тебе говорят. Да, она права. Все. Все. Ладно, Джульетта. Стоим, пускай смотрим друг дом на друга. сквозняки. Увидимся в церкви. Спасибо. Хорошего вечера. Пока. Буэна ноте, Томми. Бананота. Твой ангел Сара принесла еще еды. Интересно у них домик. Они типа сам этот дом построили меж этих кирпичных домов или как? Это вообще как это получилось? Вообще не понимаю. Странно. Это типа продвинутые бомжи или что? Я не понимаю. Это было очень мило. Цыгане. Да, увы, у нас в квартале многие голодают. Да. Классно сделали. Сегодня прекрасный вечер для прогулки. Только не стоит погибать из-за меня, Том. Постараюсь выжить. И это все? Ты водишься с бабником Сэмом Тропани, и все, чему ты научился, это прекрасный вечер для прогулки? А разве я не Я прав? уже вижу два Ага, красных, пожалуй, ага. прав. Два красных указателя. Цветы для дамы, сеньор. Of course, of course. А как же мой букет? Постой. Я провожаю тебя домой по просьбе Луиджи. Когда у нас будет настоящее свидание, будет и букет. Возможно, если отец не запретит мне встречаться с кем-то вроде тебя. Думаю, он и так знает. Луиджи? Да не. Эти парни уже давно ко мне пристают. Я тебе не говорила, знала, чем все закончится. Но стоило сказать отцу, и он назначил моим защитником именно тебя. Так что да, он знает. Значит, как я и думал, проблем у меня не возникнет. Будь он против, ты бы сразу понял. Я знаю, что стало с моими бывшими. Я помогала прятать тела. Значит, я твой... Я старалась тебя оберегать, Томми Анджело, с самого начала. А давай сходим куда-нибудь завтра вечерком. Может, в кино или еще куда-то. И ты получишь букет. Я не против. Ой, бумерки. Привет, красотка! Да ты нам изменяешь? Отвали! Не надо огрызаться, куколка! Так и быть, пусть твой Ханк смотрит. Парни, у вас проблемы? Проблемы у тебя, раз ты вздумал увести нашу тёлку. Похоже, вы не понимаете, с кем имеете дело, придурки. Даю вам последний шанс. Не испугал. Мы знаем, чей ты человек.
Может, по молодости Сальери и был крутым, но сейчас он старый пердун. Морелло его со дня на день спишет со счетов. Я справлюсь без Сальери. В одиночку. Говно вопрос. Вы слышали его? Давай, иди сюда, дерьма кусок. Ох ты чё? Просто конфетка. Такой техники не гулять с этим годом. Ух ты, вот это ножки. Тронь меня, и ты труп. А, чёрт. Чё стоишь? Ай, ка! Вот это меня прям бесил больше всех. О, ножичек. Жесть какая. Зачикал его просто. Моя очередь. Надеюсь, ты крепче своих дружков. Ну что, получил, тупой урод? Так, ножик. Неплохой хук справа, молодец. У тебя кровь. Пойдем. Тому чуваку вообще жестко не повезло. Кошмар какой-то. Зачикал страшно. Это вообще было неадекватно. Может, зайдешь, чтобы я тебе помогла? Все думал, когда пригласишь. Притормози, парень. Я просто подлатаю тебя. Давай, садись на диван, закатай рукав. Принесу иголку с ниткой. Окей. Не так уж и плохо. Дать что-нибудь от боли? Нет, я в норме. Больше не делай так. Как? Ты понимаешь, о чем я, Том? Пусть в следующий раз поле тебя штопает. Выпить есть? Подарок от Дона. Она говорит, вот не делай так больше. Про это, что ли? Про то, как я чувака зачикал. Вот так. Потерпишь немного? Да, конечно. Хорошо. Не хочу, чтобы потом старуха-соседка жаловалась хозяевам на шум. Только поскорее, ладно? В таком деле спешить нельзя. Чем хуже шов, тем страшнее шрам. Вот как. Часто раны штопала? Только отца. Он так смотрит. Моя мать частенько его изводила. Он научился уворачиваться от тарелок, но однажды она проткнула ему руку спицей. Прямо насквозь. Зачем? Просто. Потому что была ревнивой пьянью. Все. Не лучший шов. Кошмарная женщина, конечно, была у нее мать. По крайней мере, он будет напоминать мне о тебе. Интересно, как она умерла. Я уверен, она умерла. Не хочу, чтобы ты выходил в таком виде. Эти уроды ищут тебя по всей округе. Как скажешь.
У тебя нет лишнего одеяла? Нет. О, ничего себе. И отопления нет. О, ты. Мам. Бу? Мама бу. Угу. Бусу. Ничего. Бусмат. Пора привыкать. Нельзя это терпеть. Сара в порядке, босс. Я был с ней. Она работала здесь, когда еще была ребенком. Своей дочери у меня нет, Том. Я на все готов ради этой девочки. Я тоже. И все мы. Точно, босс. Все ради Луиджи и Сары. Я не понял, им здесь сраный лунопарк или что? Да я их голыми руками разорву. Мы даем людям защиту. Но кто станет нам платить, если узнает, что мы даже наших близких не можем уберечь? Так что нам нужно делать? Научите их уму-разуму. Переломайте им каждую косточку, сделайте инвалидами, разукрасьте их рожи так, чтобы родная мать не могла взглянуть без крика. Это Где жестко. они торчат? Знакомый коп говорит, что надо поискать в Чайна-тауне. Большой Биф явно знает. Томми, зайди к Винни и подбери что-нибудь. Встретимся у Бифа. Да, сделаю. Бросьте эту шваль посреди улицы. Все должны уяснить, что таким озверевшим скотам нет места в нашем районе. Будет сделано, босс. Кто-то из них еще может быть на нашей территории? Я проверю, убрались ли они с района, а ты встретишься с Бифом. Доброй охоты. Да, и тебе. Когда закончишь с Винни, разыщи меня в Чайна-тауне. Понял. Пора разбить пару голов. Проявляет неуважение. Что стало с этим городом, Фрэнк? Какие-то типы пристают к Саре на улице. Дань от Корлеоне с каждым месяцем сокращается. Морелло забирает все больше, стоит не отвернуться. Когда это закончится? Босс, все под контролем. Все будет под контролем, когда головы этих мразей будут втоптаны в асфальт. Понял. Окей. А вы все слышали, да, ребят? Мы ради вас идем убивать людей. Будь я помоложе, эти парни уже были бы под мостом с перерезанными глотками и Жесть. кормили бы рыб. Не, ну Они справедливости научатся нас ради уважать я по там волосе. одного, да. А тебе я Хочешь не перекусить, Том? беспокоюсь. Вот Не, только у Дона для Саре меня не нашлось говори, дело за тебе городом. это ее уже не Не касается. волнуйся, поешь, как вернешься. Только Саре не говори, при этом Сара прям буквально рядом со мной находится. Че это он делает? Эй, ты за стволами, Том? Не, А, у меня коктейль всё молотого есть. делает. Ничего себе. Мы с Поли собираемся надрать зад местной шпане. Не хочу их валить на своей же улице. Дай что-то, чем можно голову разбить. Бита, да? Сэм тут недавно навестил один склад и... На них типа автограф самого Бейба Рута. Это бред, конечно, но... Бьют, будь здоров. Шпане твоей будет не сладко. Это точно. Спасибо, Винни. Так. Чикаго. Цвет салона, цвет кузова. О! Вот это да. О, боже мой. Она в дождь, типа, по-иному ездит.
Так, мы в Чайнатауне. Кстати, по радио говорят про повышенную преступность на улицах, то, что молодежь охерела и там прочее, и так далее. Ну, все в таком духе. По идее, радио интересное, на самом деле. Передает дух того времени. Наконец-то! Пошли, я насквозь промок. Не понимаю, зачем Биф переехал в эту дыру? Да ладно тебе, он же влюбился. Потянуло его на азиатку, когда мы накрыли тот шанхайский бордель. Ну, она мне нравится. Это твоя проблема, Том. Слишком деликатничаешь с бабой. Ну, тут согласен, на самом деле. Те проблемы-то у Тома Анджело случились только из-за одной такой женщины. Это мы прекрасно помним. Биф, Кабанюка, как поживаешь? 出貓老千，你爭我哋錢，將你身上所有嘅錢擺晒出嚟。 Куколка, рад тебя видеть. Убери ее, Биф, мы по делу. Давай наверху, хорошо? 冇用嘅廢柴。 Ну так в чем дело? Нужна информация. Тут одни придурки воду мутят. Приставали к дочке Луиджи. Здесь полно шпаны. Есть подробности? Одного хорька звать Билли. С ним какой-то наглый болван и громила с лысой башкой. Ага, знаю таких. Они ошиваются на старой автобазе в квартале отсюда. Иногда приторговывают всяким по мелочи. Поэтому мы к тебе и пришли, Биф. Ты знаток в мелочах. За домом перейдите улицу, там их и найдете. Спасибо. До встречи. Эй, Поли, насчет тех денег. Спокойно, мой человек работает над этим. На следующей неделе все будет. До свидания. Что это было? У тебя с Бифом есть какие-то дела? Мой знакомый должен доставить партию костюмов. Классных, мексиканских. Ты ввозишь костюмы из Мексики? Нет, идиот! Эти костюмы украдены из магазина в центре. А вот портной мексиканец. То есть бывший. Живет он в Холбруке. А Дон об этом знает? Да, он в доле. Только держи рот на замке. Я ничего не слышал. Ты узнаешь эту шпану, когда увидишь. Ага. А если нет, нам просто нужно разыскать в Чайнатауне типов, которые похожи на нас. Да. Чоп Суэй. А как переводится Чоп Суэй? Мы на месте. Ага. Биг Брейк Табак. Такой, я захожу и начинаю всех метели. Ты делаешь тоже. Никакой пальбы. И долго ты его придумывал. Это план на любой случай. Лучше зайти. Чоп Суэй, рагу по-китайски. Китайское рагу. Чоп Суэй. А, ничего себе. Говорю, лучше попки я в жизни не видел. Они все о Саре говорят, серьезно? Тот самый парень. Сваливаем. А, ты с ножичком? Я тебе ножичек одолжу. А, погоди, блин, я думал, ты Поли? Да, System of Down. О, сейчас будет жестоко. Да ладно, не стрелять начали. Думаешь, я не понял? Я пойду на север, ты на юг. Я наверх, а ты там пройди. Сматываем, живо!
Ух, ёпта. Блин. Упс. Первая смерть. Пора привыкать. Да это первая смерть, какая нахер привычка. Отлучился и гонку пропустил. У тебя сохраняется трансляция? Да, да, сохраняется. Ну, гоночку мы прошли гладко, где-то с третьей попытки, по-моему. Зайди на мой этот YouTube. В ютубе. Твою мать. Ау. Удивительно. Пора привыкать. Ладно. Лондон. Перебейте их всех. Да это я понял. Погоди, там что есть? Служебный револьвер. Служебный револьвер. Да-да-да. Сорян, что перебил свинцом. Так, подожди. Чапалах. Что сзади? А у меня ножик-то есть? Джонни, пригнись! Суки, давай скорее к машине, Том! Исчезни! Ух, какая краля! Я победитель гонок! Какая-то шпана от меня не убежит.
Блин, вот это вот разборки в Чайна-тауне реально. Или прям как в разборке в Бронксе. Только Джеки Чана нету. И драк нету. Тут одна стрельба практически. Ёпта, как же машина иначе себя ведет под дождь? Да, Микеланджело, я понял. Шутишь ты, конечно, хорошо. Только стреляешь ты херово. Блин, что эта женщина делает на улице? Да, они не в курсе. Или в курсе. Я же знаменитый гонщик. Кстати, это проблема. Мне, наверное, легко найдут полицейские. Ориентировка-то проста. Знаменитый гонщик Томми Анджело. Кто убил всех этих молодых людей? Знаменитый гонщик Томми Анджело. Этот тупой баран разбился нахер. Ну, теперь они никуда не денутся. Замочи его, Том. Блин, он похож на парня Нет, не надо. из сериала «Слово пацана». Это же пальто. Я не хочу сдохнуть здесь. Воу. Боже, Том. Ты что, как можно жалеть такую мразь? Он-то грохнул бы тебя без колебаний. Просто стреляй и не думай. Закончилось. Все равно он уже труп. Не, ну раз уж начали стрелять, то добить стоило. Боже мой, Том. Очнись уже. Забыл, что они хотели сделать с Сарой? Нет. Просто... Эй. Пойдем отсюда, пока легавых нет. Тут как будто бы, кстати, Поле лицо поправили. У него щеки не такие выпуклые. В начале игры он прям вот такой вот был, прям реально черепашка-ниндзя. А тут лицо как-то такое, более человеческое. Святые грешники. У меня стрит. Я такая жизнь не по карману. Просто везет. Я еще дам тебе шанс отыграться. Вы с нами, босс? Надо обсудить дела, Полли. Парни, есть проблема. Наш человек из судмедэкспертизы прислал это. Фамилия трупа Гиллотти. Ёпта. Узнаете его? Да, один из уродов, которых мы прикончили. И у него в башке оказалась пуля? Да, наша работа. Ну, копы пусть нам спасибо скажут. Он же насильник, босс. Да? А еще он сын городского депутата. Хотите, чтобы политики пришли к Морелло? Продолжайте убивать их детей. Это не все. В машине был еще один парень. Да, но он уже был мертв. И кто он? Племянник президента? Любое дело делай до конца. Он выжил? Да, хотя и провел неделю в больнице Святой Марии. Жизнь он живучий. Кого-то из вас. Не знаю. Наверное. Томми Анджело, знаменитый гонщик. Мы убьем двух птиц одним ударом. Похороны в храме Святого Михаила. Сэм, ты пойдешь туда,
Проследи за везунчиком и успокой его. И как я его узнаю? Он похож на человека после автокатастроф. У него рука сломана. Нужно как-то отвлечь их, пока Сэм будет... Была, принимать по-моему. задание. Томми надо фитиль обмакнуть. В мафии Lost Heaven. Мужской клуб рядом с храмом Святого Михаила. Последние годы Дон вложил... Что-то туда типа озвучки немало было, средств. да. Мы с Сэмом тоже. Однако... Во второй части хозяин точно вдруг есть. решил вести дела с мистером Морелло, а не с нами. Я должен напомнить ему об обязательствах? Да. А затем все взорвать. Что? Если Морелло хочет забрать мой бизнес, оставим ему руины. Слушай, Том, мы не можем отправить Поли или Сэма, их там уже все знают. Они не попадут даже на порог, а вот ты пройдешь спокойно. Томми Анджело, знаменитый гонщик. Ясно. Что насчет хозяина? Ну там просто весь город смотрел за гонкой на Если самом шлюхи деле. заметят, Ничего что серьезного. ж, будет им уроком. Разберешься с хозяином, поднимись к нему в кабинет. Забери оттуда все документы и деньги. И установи взрывчатку. Винченцо даст тебе все, что нужно. Уверен, что взрыв отвлечет их внимание? Да. Но будь осторожен. Стрелять можно только, когда тебя не видят. Томми, еще кое-что. Одна из девочек сливает Морелло сведения о наших делах. Да, вот про эту девушку я Разберись с говорил. ней, а уж после Ёпта, вот ее убить надо было. Томми нужно грохнуть девку? Да ладно, Фрэнк. Жаль, что это придется делать Тому. Но нужно защитить семью. Ее зовут Мишель. Обычно она работает наверху. Ее фото есть в папке. Парни, вам все понятно? Фотка такая прям. Да. Из Инстаграма прям. Да. Понятно, босс. Выполняй. Хорошая фотография. Так, что там газета пишет? Окей. Убит сын советника. Уильям Билли Гелотти, сын председателя городского совета Лос-Хевена Роберто Гелотти, в воскресенье был найден мертвым с огнестрельными ранениями. Тело было обнаружено полицейскими, некоторые получили сигнал об автомобильной аварии. У полиции пока нет подозреваемых, как, впрочем, и мотива для столь жестокого убийства, имеющие все признаки бандитской казни. Да. Вообще, типа, удивительно. Ты слышал? Да. Лучше б его зарыли поглубже. Почему? Да что-то, ребята, кого мы мочим, частенько стали воскресать. О, господи. Да, все об этом только и Ты что, пишут. в карты проиграл? Да вроде того. Да. Том, я слышал о нашей проблеме. Мы все исправим. Надеюсь, урок пошел им впрок. Они мертвы, Луиджи. Блять, они типа мертвы, понимаешь? Давай поживее, времени в обрез. Уроком. Ну, вообще, да, конечно, остальные люди охереют, но несколько раз подумают, прежде чем нападать на нас. Тебе нужно фейерверк устроить, да? Но те ребята мертвы. Полапаешь там телочек за дядю Винни, а? Не сегодня, Винни. Опа. Позолоченный пистолет. Когда отель Корлеоне еще был крутым. Охереть. У меня золотой пистолет. С 29-го года... Все, пока, Винченцо. Так. Сейчас подойду, ребята. Уно моменту. Отлучусь ненадолго.
Привет, Фрешмит, сейчас подойду. Я тут еще буду. Привет. Кстати, времена... Да. Я читал. Погоди, не уходи. Ты должен меня выслушать. Насчет девчонки. Мишель? Да.
Я не прошу тебя убивать ее. Пусть она просто исчезнет. Этого достаточно. Тут типа Сэм постарался. Да, был с ней пару раз. Она неплохая, Том. Даже, можно сказать, хорошая. Просто глуповатая. Ну, короче, не Тем заслуживает более того, нельзя чтобы- оставлять ее в живых. Чтобы ее убирать лишь за то, что она любит слушать мой трёп. Думаешь, она свалит? Когда поймет, что иначе ей не жить, конечно, свалит. Вот сотня. Передай ей, чтобы она могла убраться подальше. Ладно, Сэм. Я постараюсь. Большего не прошу. За дело. Мишель, это та девчонка с гоночной трассы, да? Том, мы сейчас говорим о ней в последний раз. Самый последний. Я озвучил тебе свое предложение, ты выслушал. По-моему, нет. Не уверен. Но я помню, что изначально в релизе ее озвучки точно не было. Внимание, пока не найдешь хозяина. Он думает, что он неуязвим, так что ты без труда к нему подберешься. Что еще я должен знать? Это все. Только ты не затягивай. Ну, я так помню. Помер молодым, так что речь Или была. Ну, мне кажется, возможно, официально. Ясно. Что за жизнь такая? Ты облажался, и тебя посылают в бордель. А я вынужден почищать за тобой на похоронах. Скажи, разве это справедливо? Это всего А лишь тут много крутых актеров озвучки. В этот раз постарайся сделать работу до конца. Дон Сальери. Это голос солдата 76, но ныне покойный актер озвучки. Последний раз они пели то же самое, что и в моем детстве. Знаешь, ты не Ну, больно похож на верующего. из полочки взял, да. Как и всегда. Будто у всех вокруг одно развлечение — палить по членам семьи. В какой-то момент мы хоронили ребят так часто, что я почти перестал ходить. Скучно там, на похоронах. Это странно. Одеваешься-то ты всегда как на похороны. Неплохая шутка, Том. Запиши ее. Спасибо. Обязательно. Вот свадьбы. Это уже повеселее. Да, скорее На всего, да. свадьбу я бы сходил. Ты не планируешь? Том, что с тобой сегодня? Ну, блин, извини. Возможно. Вот и хорошо. А то я более устал ждать. Ты меня отвлекаешь разговорами, я читаю субтитры. Зачем, не знаю. Он еще встретит кого-нибудь. Том, даже его мамаша оставила всякую надежду. Оставь и ты. Зачем мне читать субтитры, если есть озвучка? Томми Анджел, знаменитый гонщик. Лега... Отключи. Не, ну я думаю, видим. Бывают же такие, которым субтитры читать. Мишель, это та девчонка с гоночной Пересмотрел трассы, гонку. да? Круто. Мы сейчас Спасибо. говорим о ней в последний раз. Самый последний. Я озвучил тебе свое предложение, ты выслушал. Хватит об этом. Хорошо. В отеле действуй с умом, не привлекай к себе внимания, пока не найдешь хозяина. Он думает, что он неуязвим, так что ты без труда к нему подберешься. Что еще я должен знать? Это все. Только ты не затягивай. И Лотти помер молодым, так что речи толкать будут недолго. Зумер момент Когда он случился. взорвется, я сделаю свое. Это как? Ясно. Что за жизнь такая? Музыка из Облажался, и тебя Капкана. посылают в бордель. А я вынужден почищать за тобой на похоронах. Скажи, разве это справедливо? Это всего лишь работа. Тоже мне профи. На этот раз постарайся сделать работу до конца. Давненько Да. я в храм не заходил. Подозреваю, тамошний репертуар не изменился. В последний раз они пели Забавно. то же самое, что и в моем детстве. Знаешь, ты не больно-то похож на верующего. Это были похороны, Том. Как и всегда. Будто у всех вокруг одно развлечение — палить по членам семьи. В какой-то момент мы хоронили ребят так часто, что я почти перестал ходить. Скучно там, на похоронах. Это странно. Одеваешься-то ты всегда как на похороны. Неплохая шутка, Том. Запиши ее. Пойду качать тикток. Обязательно. Да не осуждай себя, нормально. Это же всего лишь мысли проскочило. Вот
А ты я озвучил. Это уже повеселее. На свадьбу я бы сходил. Ты не планируешь? Ну, возможно. Вот и хорошо. Вот осудить тебя можно было бы, если бы ты прям написал бы. О, это же музыка из Капхеда. Он еще встретит кого-нибудь. Том, даже его мамаша оставила всякую надежду. Оставь и ты. Ебали нахуй! Извиняюсь за мат. В семье не ругаются. Я уже забыл. Немного. Ну, дело серьезное. Надо взорвать отель. Отпустить на волю одну какую-то И тебе. Мишель. Персонаж схватнул. Да. Проскочу. Мне так племянник пару раз сказал, мне, мягко говоря, было недоумение. Блин, нифига. Да, Fortnite делает свое дело. Не забывайте о приличиях, ладно? Ладно. Эй, красавчик. Не знаешь, где найти хозяина? Я просто дверь стерегу, друг. Вот так вот зашел прям. Где найти хозяина? Да, он просто обычный гость, нормально. Тебе девочку или выпивку? А может и то, и другое? Девчонку. А еще у меня есть дело к управляющему. Ну, с девочкой я помочь могу. Пойдем. Выбери ту, что понравится, и наверху вы познакомитесь поближе. Не спеши. Выпей рюмочку. Ощутил старость, когда сестра помянула про то, что сыну покупает скинчики Fortnite. Жестко. Да, это жестко. Я обожаю таких. Не возьмешь мне выпить? Боюсь, что я ищу другую. Ты знаешь Мишель? Я новенькая, никого не знаю. Ладно, как скажешь. Мы можем просто поговорить. А вот ты далеко не новенькая, это видно. Красавчик, как ты, делает в этом месте. Ищу девушку по имени Мишель. Она занята наверху, зато я свободна. Как же мне... Вижу, ты немного нервничаешь. Но не бойся, я тебе все покажу. Я ищу Мишель. О, мать. Да, она пользуется спросом. Запишись у того парня за стойкой к Мишель. Зарабатываете на... Ну, найди Мишель. Ну, ищу. Та женщина, по-моему, копит деньги на колледж для своего сына. Мне надо поговорить с хозяином. Пройдите в комнату отдыха. Полагаю, вы от наших новых деловых партнеров. Шо вы, холовы? Пусть сотрудничество отеля Корлеоне и семьи Вы не Морелло видели Чарльза Ли? будет долгим и плодотворным. Вы человек Морелло, сэр? Ну, как тебе сказать? Ей в центре нравится, а мне нет. Вы здесь управляющий. Дон Сальери передает привет. Золотым пистолетом просто. Нет, не видишь.
Ох, ребята. Патрон-то мне кончается, у вас шанс увеличивается. На тебе! На тебе! Твою мать. Давай поспорим. Давай поспорим. Так. Сейчас я поставлю тебя на место. Нет, прошу. Где-то сраная Мишель. Сделал себе какао с молоком. Так. Я подушку с молоком подаю, я в туалет. Сильно интересно. Ну, я думаю, учитывая вообще популярность подобного названия в фильмах и прочее, я думаю, такое может быть точно. Где Мишель? Где Мишель? Где Мишель? Мишель номер 208. Так, 208, 202, 203, мне туда. Погоди, там что? Какая комната. Какие пушки. Черт, чья это комната? Там ножи лежат такие, разложенные аккуратно. Чисто ради прикола я уже просто захожу во все комнаты. В надежде увидеть что-нибудь прикольное. Ты Мишель. Тебе-то что? Знакома с парнем по имени Сэм? Возможно, много кого зовут. Ты его знаешь. Работает на Дона Сальери. Возможно, ты выуживала у него сведения о наших делах. И, возможно, Дон Морелло заплатил тебе за ценную информацию. Нет, Сэм не верит. Я молчу, и он это знает. А Дон теряет ему денег, потому что кто-то не держит язык за зубами. Я только посплетничала с кем-то из девчонок Морелло. Я не хотела ничего плохого. Простите меня. Скажите Дону, я буду держать рот на замке. Я знаю. Почему у меня пистолет не золотой? Прошу, простите. Страшно тебе? Это пранк. Всегда помни о страхе, который чувствуешь сейчас. Помни о том, как твоя жизнь висела на волоске. Еще хоть раз покажешься в этом городе, тебя найдут с парой дыр в затылке. Ты поняла меня? Радуйся, что у Сэма доброе сердце. Давай одевайся и вали, скоро здесь все взорвется. Спасибо. Исчезни, и мы будем в расчете.
Это мега тупо, конечно. Ну, такое, да, неплохое. Твою-то. Мне уже угрожают. Нет, ребят. Без шансов. Да как не попадает? Да как? Ладно. Штаны бы одел хоть. Теперь его похоронят в закрытом гробу. С обосранными штанами. Да, свидули. Зачем вам огнеопасные вещи? Так. Я просто таксист, который умеет водить и стрелять. Черт. Я думал, он мертв. Блин, я думал, с ноги прям ворвусь. Так, денежки забрал. Так, что у нас? Дорогой мистер Морелло, вас могут заинтересовать следующие наши клиенты. Если потребуется, предоставили нужные подробности. Несколько городских советников и один конгрессмен. Руководящие сотрудники Федеральной налоговой службы, заместитель директора управления тюрем, начальник бюро сухого закона при управлении полиции Lost Heaven. Помимо этого, кое-кто среди помощников Сальери неравнодушен к нашим девчонкам и любит потрепаться в постели. Мы не упустим ничего, что могло бы вас заинтересовать. Искренне ваш Говард Дэвис. Теперь он мертв. Дорогой мистер Калетти, приношу свои извинения за то, что пропустил нашу встречу в прошлой неделе. Пришлось заняться срочными семейными делами. К сожалению, вынужден сообщить, что отныне наше соглашение более не действительно. Мистер Сальери был прекрасным деловым партнером все эти годы. Я благодарен ему за помощь и за советы. Вместе с этим сообщением я возвращаю инвестиции мистера Сальери. Сверх того, прилагаю $100 в знак моего расположения к вам. $100. Наши двери всегда будут открыты для вас. Отель Корлеоне. Не забывайте своих друзей. Искренне ваш Говард Дэвис. Да. Твою мать. Ни хрена себе. Вариантов нет, как бы. Как он выжил. Как ему задницу не разорвало от этого взрыва. Ну пора бежать.
Да ладно. Погодите. Да. Он удивлен не меньше моего от того, что меня убили. Ну давай высунься еще раз. Ёлы-палы. Ликвидируйте его, пока вниз не спустился! Я посылаю за этим типом всех, кто у нас есть. Поднимайтесь за ним. Здесь, наверху! Твою мать! Он тут, на крыше! Что, думал от нас удрать? Были такие мысли. Мы тебя ждем. Вижу его! Ввязался за мной! Иду в укрытие! Нормально. Связь с ребятами на крыше потеряна. Похоже, он ушел. А то, что ребята мертвы, вас не волнует? Как бы низко мы ни пали, смерть — это искупление. А, для вон он нас. сидит. Вот. Уильям был грешником, верно? Но также он был любящим сыном, заботливым братом и верным другом. И во имя этих качеств мы помолимся о спасении его души. А сейчас, я думаю, ближайший друг Билли хотел бы сказать пару слов. Спасибо, отец. Я хочу отдать дань уважения. Билли, я никогда не говорил, но ты был мне как брат. Бог знает, сколько раз ты выручал меня в передрягах. Не знаю, как я буду... Что вы здесь делаете? Стойте! Это ведь он! Тот гад, что убил Билли! Ну, погнали. Пожалуйста, хватит! Патронов нет. Там внизу! Рыдай, пока он наверх поднялся и сорвал его похороны! Ты мог давно остановить это. Дам ему прикурить! Нихера!
Черт бы тебя драл, ты такой живучий. Мне это нравится. Ау! Ау. Задумался. Ты мог давно остановить это. О, щит. В этом городе по-другому не будет. Оу, фак. О, черт. Блин, жестко. Да, в последний момент решил немного перелезть. А вдруг догнал бы, да? Ты мог давно остановить это. В этом городе по-другому не будет. Стоим, ждем. Думаешь, мне это нравится? Остановитесь! Прошу, это ничего не решит! Что вы наделали? Убийство в Доме Божьем? Они преступники, отец. Воры. Насильники. Убийцы. Но Господь принял бы их. Попроси они о прощении. Может быть, они могли бы помочь бедным во искуплении своих грехов. Или могли спасти чью-то жизнь. Не могли бы, отец. Да сколько может тебя убивать? Если хочешь исповедаться, лучше поторопись. Хватит крови, прошу! Простите, отец. Можете считать это божественным возмездием. Ты-то где был? Что за него сделать приходится? Теперь мы квиты. Да. Пока что. Это компенсация. Мне не нужны грязные деньги. У них вы взяли. Как по мне, особой разницы нет. Это за то, чтобы залатать тут дыры от пуль. И за ваше молчание. Копам скажете, что у стрелков был акцент с восточного побережья. Откуда-то издалека. Ясно? Я не буду лгать. Просто ничего не скажу. Ладно. Мы бы очень не хотели возвращаться. А ты где был, твою мать? Их парни узнали меня, едва я зашел внутрь. И тут же выставили из церкви. И где они сейчас? Там же, где и эти. Удивительно, что они его не убили, раз уж они его узнали. Парни, отцепите церковь. Не дайте ему выбраться.
Садись, ублюдок. Пожалуйста, садись. Стэм. Самая непримечательная машина в мире, конечно. Да, денек выдался богатым на сюрпризы. Ты веди, а то и правда на кладбище уедем. Вы прямо охренели от того, что ты устроил в борделе. Да, там ад творится. Но я все сделал. Вообще все? Да, вообще все. Фак. Они еще не отстали? Вроде нет. Должно быть, собрали всех легавых в городе. Ну и конечно, это прям на теракт тянет. Я уверен, даже тогда такого понятия не было. Да машина прям это максимальная скорость. Все, она машина сломалась. О, тут мотоциклист просто улетел. Да. А ты где был, твою мать? Их парни узнали меня, едва я зашел внутрь. И Так, тут же ну, выстрелили из цепи. И где они сейчас? раз уж такая тема, меня ждет жесткая. Надо убираться отсюда. Мне надо собрать побольше патронов. Новый курс Рузвельта пришел в Лост-Хэммон. А, понял. Все пропало. Ну садись, пожалуйста, садись, пожалуйста. Можем, конечно, пройтись и поискать другую тачку на радость копам. Да, денек выдался богатым на сюрпризы. Ты веди, а то и правда на кладбище уедем. Подозреваемый затерялся в деловом районе. Мы его найдем. Лол, они меня найти не могут. Вы прямо охренели от того, что ты устроил в борделе. Да, там ад творился. Но я все сделал. Вообще все? Да, вообще все. Награждение установлено. Подтверждаю. Они еще не отстали? Вроде нет. Должно быть, собрали всех легавых в городе. Всем офицерам прекратить поиски. Повторяю, прекратить. Ух, оторвались. Слава. Постараюсь забыть этот день как можно скорее. И не говори. Давай вернемся в бар. Надо залечь на дно. Судя по всему, отлеживаться мы будем очень долго. Не парься. Нахер эту машину. Так, о чем это я? Ах, да, не парься. Священник будет держать рот на замке. Мы надрали зад Морелла. Ты куда это пошел? Вернись в машину! Мы в машине, придурок. Ну, короче, мы надрали зад Морелла. А тебя с поля уже не обвинят в убийстве сына Гелотти. Все, босс будет доволен. Окей. Как скажешь. Да, да, не спеши, отдохни. Ну что ты за человек?
Томми? Господи. О, что? Все хорошо. С тобой Томми Энджел, знаменитый гонщик. Ты че, с ума сошел? Все хорошо, мы едем. Проскочим. Проскочили. Ублюдок. Ты что, опять вчера всю ночь квасил? Идем уже. Да мы едем как бы. Там, ты чё? Ты не в машине, что ли? Бредит, бредит. Давай, нас еще дела ждут. Сэм, спасибо, что помог мне. Я уж было думал, мне крышка. Ты бы сделал для меня то же самое. Знаю, но когда понимаешь, что жизнь на волоске, господи, до чего паршивое чувство. Мне-то можешь не рассказывать. Просто не думай об этом. Вообще ни о чем не думай. Это самый главный мой тебе урок. Такой себе урок на самом деле. Интермедия. Господи, Томми, ты признался, что устроил перестрелку в храме. Самое веселье еще впереди. Ты же понимаешь, что я уже могу посадить тебя до конца твоих дней? Вероятно, если сможете доказать хоть Да какой что-то. посадить до конца? Но тогда вы не узнаете о Морелло. Электрический стул по нему плачет. Простите, что долго. Моя смена только началась. Что будете? 2 обеда, пожалуйста. И еще кофе. А знаешь, давай сразу кофейник. Вернемся к делу. У тебя были проблемы после этой истории в храме? Это очень странно. Никаких последствий. Думаю, Сальери занес кому надо, ведь это даже ни в одну газету не попало. Но мы залегли на дно. Месяцев на 7-8. Копы часто заходили в бар, показывали, что следят за нами. А Фрэнк узнал, что Морелло помогает Гелоте переизбраться, чтобы тот занялся Доном. Мы нашли бухгалтерские документы в офисе Морелло. 33-й год выдался удачным. Говнюк первым прознал о проблемах. Пока мы старались не высовываться, он начал отжимать наших клиентов. Сперва без шума пропали грузовики. Один клиент перепил и упал на машине с моста. Другой же вдруг закрыл свою лавочку и свалил на север. И вас это не смутило? Меня нет. Возможно, Поле что-то почуял. Но несмотря на копов за нашей спиной и на происки Морелло, мы отлично зарабатывали. Дон не хотел привлекать внимание. Так что нам оставалось квасить и развлекаться. Всякий раз, заходя в бар, я видел Сару. Славный был год. Пока Фрэнк... Калетти, канцелярия Дона? Да, все верно. Он разъяснил мне. Да и вообще всем нам. А вас, парни, все чаще говорят в городе. Да, вчера слегка помахали кулаками. Ерунда. Я не про кабацкие драки. Я беспокоюсь, что ты приходишь в клуб и за всех платишь. Ну, надо же бабки тратить. Продуй их на воскресных скачках. Своди даму на шоу, ну или вложись во что-то. Что, стать парнишкой с Уолл-стрит? Не дерзи мне, Томми. Я пытаюсь объяснить тебе, как не оказаться в канаве. У тебя была собака, Том? Да. Дворняжка в детстве. Мне было лет 8. Мы еще жили на Сицилии. И была у меня красотка чернокодолетна. Шустрая борзая. Не было собаки быстрее ее. Я встретил Дона. Мы стали проводить собачьи бега, ставили на нее мелочь, пустые гильзы. Ни одна собака не могла догнать ее. Пока в какой-то день она не пришла второй. Мы проиграли тогда складной нож, но Дон пришел в бешенство. Серьезно? Она состарилась? Нет, залетела. Началась течка. Она сбежала.
И каждый пес отымел. Ты как та собака, Томми. Зря деньгами ты становишься сукой во время течки. И каждый в этом клубе мечтает тебя отыметь. Вот это он Когда тебя отымеют, мощную аналогию привел. ты становишься бесполезен. Понимаешь, о чем я? Да, я тебя понял. Хорошо. Задумайся о своей карьере. Полли достиг потолка. Он хорош в драке, но умом не блещет и руководить не может. Сэм предан, но он недальновиден. А вот ты, Томми, мог бы однажды управлять городом. Что ж, я ценю это, Фрэнк. Так это... Что случилось с собакой? Дон хотел ее утопить. Я сломал ему нос. Высади меня здесь. Передавай привет Саре, Томми. Эта история явно не про собаку. Почему-то я прям в этом уверен. Загородная прогулка. В те дни всем заправлял Фрэнк. Планами, заказами, деньгами. Он мог позвонить хоть посреди ночи. Томми, Фрэнк просит тебя дождаться его в гараже. Похоже, тебя ждет работа. Спасибо, Окей. Луиджи. Сара там готовит, она принесет тебе поесть. В такой дождь? Ха, умница девочка. До завтра, Луиджи. А я помню, когда босс еще был при Пипоне, послали нас шлюпнуть одного типа, какого-то грязного политика. Буря была страшная. Ну-ка. Некоторые двери потихоньку открываются. Как будто бы. Вот эти закрыты. Видели, грохнули его первыми. Много врагов у него было. А тело, кстати, так и не нашли. Херня это. Да честное слово. И потал. Погодите. Что? Я не вижу этого сообщения. А, блядь, ебать вы пишите, оказывается. А, мне сообщение не просто... Блин. На классике играю, да. Интересно, как предполагалось, что Томми там же похоронится в отеле. Просто некогда часы дрочи внили за пару минут. Я-то думаю, чего никто не пишет? Вроде сидите, а вроде бы и не пишете. Ну, такой типа час был. Падре такой. Слушай, а прикольно тут сделано, даже камера интересно себя ведет при поездке, динамичная, как в кино. Не какой-то дженерик а-ля Saints Row. Это, да. Блин, я хочу гонку посмотреть. На этом стриме было? Да, было. Ты собака есть. Жесть, игнорчик на стриме. Пойду спать. Давай, Машем, спокойной ночи. Сорян, ребята, что не читал. Ну, блин, у меня этот Туртони чат не пролистывался. Прости, что долго, Том. Мы с Доном перепроверяли цифры за тот месяц. Ничего. Срать? Что за работа? Нужно срать. немножко помочь Сэму и Полли с сегодняшней поставкой. Выпивка? Прямо из Канады.
Что нужно делать? Сэм ждет наших друзей с севера на ферме рядом с городом. Тогда спокойной ночи, Машу. Смотрит за доставкой Спасибо, что товара на заходил. наш склад. Но ты должен поехать с ним. Будь настороже. Я, наверное, скоро тоже закончу, потому что завтра у меня в 9 часов утра Возьми собеседование. тачку у Ральфи и Я в найди любом Поли случае на складе. проснусь Он рано. прихватил стволы на всякий случай. Да, Фрэнк. Каждое утро детей отвожу в садик. Прошу тебя, доставь канадский товар в Спокойно, Сайбас. срач. Понимаешь, он И уже куда? присмотрел для себя один вещь. В Ирпо на Крупской 13. Чего не спишь? Я посплю, когда уснет Фрэнк. Знаешь, совсем он нас загнал. Графическим дизайнером тоже. Морелло отгрызает куски от нашего бизнеса, Ральф. Поставки бухла наш козырь. Завтра собеседование будет. Ну, а Надеюсь, я все только пройдет в гладко. тачках смыслю, Том. Я снова сменил номера на всякий случай. Увидимся утром. Ладно. Шуберт. Найс. Now brings you a special weather report. The heavens have opened, folks, and we're experiencing some adverse effects across the municipal Опять дождь, кстати, да. Опять машина будет вилять, как хер знает что. several days. It lost heaven late this afternoon, releasing a deluge of rainfall on the city. If you've been out in the last couple of hours, you don't need me to tell you. There are reports coming in of a number of traffic accidents attributed to the downpour, with fender benders occurring in Oakwood and Chinatown. A more serious Ай, стариканскую машину похерил. Вроде нет, хотя. Ну, просто немного подтолкнул. Но машина очень туго едет. Очень туго. now issued advice that people should not venture out on the roads unless their journey is strictly necessary. The roads are treacherous, ladies and gentlemen, so however a good driver you may be, it's just not worth the risk to you or anyone else. It would seem the best thing to do on a night like this is to stay at home with your loved ones and keep I know where I'd rather be on a night like this. Air traffic in and out of the Что он делает? Что за лев этот тигр? and those scheduled to arrive into that airport have been canceled or diverted elsewhere. Now, as bad as that may sound, the latest report from the Weather Service that I've just been handed states that although the rain is heavy at this moment and that all warnings should be heeded, the storm isn't expected to last all that long. Certainly, it doesn't seem like it will be anything like the big one of 1927. High winds are pushing the storm over us at quite a rate. But before I return you to our musical programming, let me reiterate that the Lost Heaven Police Department strongly advises against motor travel at this time. And on a personal note, I advise staying with your family, friends, or loved ones and waiting out this dreadful storm in the warmth of the home. That's all for now. Ну, в общем, про погоду говорят в радио. Сидите дома, говорят. Ёб твою мать. Видели это дерьмо? Да. Не, ну на ультрах она супер хороша. Как видишь, это просто очень шикарно выглядит. Давай, Том! Эй, осторожнее. Я же только высох. Прости. Знаешь это место? Еще бы. Мы уже забирали поставки с этой фермы. Не пас. Там нет ничего, кроме вонючего коровьего дерьма. Срубим бабло и даже не вспотеем. Парни загрузят тачки, и мы сразу обратно. Да, тянуть не стоит. У меня еще есть планы. Ага, с Сарой встречаюсь. Дочурка Луиджи твоя
тебя ночная смена. Ну ты и тип, Том. Защитил однажды невинность девушки и сам же ее отобрал. Заткнись, Поле. Да ладно. Я просто шучу. Классная девчонка. Женишься на ней, она быстро тебе мозги вправит. А я вернусь в берлогу. Да блин, Поле. Чтобы она могла поведать о своем старике. Хотя, такому лучше не жениться, реально. Я и не знал. Она начала работать в баре практически с пеленок. Наверняка слышала кое-что. Может, знает о наших делах больше нас. Она знает достаточно, чтобы не задавать вопросов. Здорово. Тебе не придется и врать. Заодно это... Да. Можно на ней жениться. Ну, в каком-то роде у каждого есть такой двоюродный брат. Практически. Сэм должен ждать здесь, но его нет. Погонялышек. Что-то здесь не так. Да. Да ладно, не ссы в Не, ну трусы, у меня вот двоюродный брат, по крайней Может, он мере, от ливня укрылся? умный. Или дегустирует. Сам на себя работает. Дальнобой. Очень неплохие деньги зашибает. В общем, крутой. Я его не вижу. Даже лицом похож. Пошли искать. Да. Покажи ему эту игру. Он Если я испорчу, будет очень сильно переживать за Поле. а этот осел просто нажрался, я убью его, клянусь. Держи. На случай, если Фрэнк прав. Мне Я пистолет. дам пушки остальным. Решим, что к чему. Иди вперед и глянь, что там. Мы тебя догоним. Вау, ужас какой. Да, сложная жизнь выдалась, получается. Черный юмор, во-первых. Так. Четверть населения сидит без работы. Отчет правительства показывает, что кризис в самом разгаре. Принятые властями меры до сих пор не смогли остановить экономический спад. Уровень безработицы составляет уже 25%. Вот знаете, что самое забавное вот вообще в Америке, да? В том, что у них вот всегда, вот просто всегда стабильно происходят какие-то экономические спады, какие-то кризисы все время. Все время с деньгами у них проблемы и туго. Вечно у них так. И вечно такая тема, то что люди без работы сидят. Чисто на пособиях или что-то в этом роде. А потом удивляются, почему у них преступность растет и все в таком духе. Я что-то вот, например, не помню, чтобы у нас вот в России такого не было, чтобы... Не, конечно, кризисы были, там, инфляции, все дела и там прочее, но люди работали. Не то, что прям все, но тем не менее. И при этом такие города, машины и все такое. Но это, я думаю, так, чисто пыль в глаза на самом деле. Если посмотреть всякие разные каналы по поводу Америки, ну там, как чел разъезжает и снимает улицы и рассказывает всякое. Ну там в плане, он разъезжает, снимает улицы и города, типа около призраки, так сказать. В которых, ну, население там, ну, буквально 500-300 человек, или типа того, знаешь, где все друг друга знают. И таких городов в Америке полным-полно. Это вообще жесть какая-то. И спрятался сегодня. Для нас это стабильность, да. Парень, что смотрит за этим местом, совсем хозяйство запустил. Да его... Вы видели эту молнию? Как красиво это было! Что? Что-то здесь не так. Так.
Пропавший фермер найден мертвым. Лос-Хевен, штат Иллинойс, 17 июня. По информации от окружного судебного медика в Лос-Хевене, пропавший 2 месяца назад Гарри Смит найден мертвым. Поиски, организованные отцом и соседями фермера, прекратились еще несколько недель назад. Тело было обнаружено детьми, собиравшими грибы и ягоды в лесу неподалеку от фермы Роща. Судебный медик исключает преступный характер гибели мистера Смита. По всей видимости, было совершено самоубийство через повешение. У Смита остался престарелый отец. В ноябре. И обо всем пишет, особенно то, что так. Ничего. Кстати, вот 30-й реально кризис там был, прямо на еде экономили, где как раз 33-й. И обо всем пишет, особенно то, что она показывает не особо делает. Там, конечно, много дерьма, да. Опа, жесть! Сволочь собаку убивает. Собаку убили, ничего себе. Мне нравится то, что тут надо ездить много. Мне в РДР тоже нравится, даже в первом Ньюзе и Fast Travel. Туда-сюда кататься, смотреть по сторонам хоть так же. Это да. Какое-то все бесхозно. Карло Фалькон. Сообщение Twitch не упустил. Ну, жесть. Погодка, конечно. Где ты прячешься, мать твою? Шепчет просто. Мертвый. Эй, приятель! Твою ж, брось оружие. Ты первый. У нас нет времени. Прости, парень. Видимо, придется по-плохому. Ну ладно. Скорей сюда! Я его прижал! Твою ж мать. Это самый крепкий ублюдок в этом. Нет, ошибаюсь. Вот он, самый крепкий ублюдок. Никого. Всё. Включаем ведьмачье зрение. Стой! Это я, Том! Оли, ты почему так долго? Искал Сэмми? Нашел его? Пока нет. Только этого. Один из канадцев. Готов поспорить, остальные тоже мордой в грязи лежат. Игра чем-то похожа на игры Rockstar, даже потом на картинке по эффектам именно RDR 2 напоминает. Но нынешний Rockstar никогда бы не выпустил такой среднебюджетный проект. И хочется таких игр побольше, чтобы пройти можно за 2-3 вечера, чтобы не ждать релиз 10 лет. Это копы. Откуда я знал? Я не видел значок. А они ничего не сказали. Похоже, платит Морелло. Вот гнида. Он и этот бизнес отжать хочет. Забудь об этом, Том. Надо найти Сэма и валить отсюда. Самое забавное то, что он это все рассказывает полицейскому. Пограничный патруль. Да. Это серьезные ребята. Должно быть из пограничного контроля. Так, телеграмма из Канады, получена по адресу так, канадская родня ДВТЧ. Место встречи обычная точка, дядюшка, так. Никакого больше Томми Гана нету? Не дадут когда-нибудь нормально пострелять из Томми Гана?
Ничего себе. Что? Ферма Роща в 9 часов 2 мили на север Каунти Роуд. Под заправки направо по указателю плотине 1 миля. Офигеть, тут много улик, конечно. Ёп, так много крови. Что за... О, жесть. Кажется, мы нашли канадца. Сэма там нет? Нет. Хоть что-то радует. Ублюдки несчастные. Ублюдки несчастные. Так, Джозеф Трембле, оператор разлива, Виннипег, Канада. Прямо из столицы. Угу. 30 лет ему было. Я помню, просто помню, перед релизом эту игру хейтили за лицо Поля. За то, что Томми кидает гранат не целясь, еще за какую-то херню. Я тоже тогда повелся на это, а потом после релиза сидел с таким лицом, типа, чё они все несли, игра же, да, она хорошая. Видели этот выстрел? Черт, я хорош. Джордж, от надежного источника мне стало известно, что передача виски Солери состоит сегодня. Наш общий друг хочет, чтобы эти поставки канадской выпивки прекратились сегодня. Навсегда. В 9 вечера будь со своими людьми на этой ферме, о которой мы говорили. Пережди там ночь, а еще предупреди своих ребят, что дело может быть жарким. Пусть возьмут немного поел себе, проделав такой долгий путь на юг, они это заслужили, доброй охоты. Пограничный контроль на поводке у Морелла. Пацаны, вы чё? Пожалуйста, нет. А, там-то... О, ну все. Недолго он, конечно. Давайте, парни, жмите! Да сколько в тебе дури, тварь? Высуньте, только высуньте, только высуньте. Слава богу, давай к нему. Эти два парня умрут. Прикройте нас. Точно умрут. Стреляйте во всех, кто появится на горизонте. Кроме нас. Озвучка хорошая очень, да.
Прям как кино смотришь. Эй, Поля. Сэмми, что они с тобой сделали? Пулевое ранение называется. Боже, сколько же крови. Блин, прям живот. Нет, не думаю. Ладно, ты только держись. Сейчас подгоню тачку и поедем к доктору. Эй, ты справишься, Сэм. Томми, останься с ним. Я мигом, скоро вернусь. Ладно. Вон аптечка рядом. Суки. Все будет хорошо, Сэм. Бывало и хуже. Да, бывало. Ну да, эти ребята умрут, конечно. О боже. Откуда эти ребята повылезали? Ёб твою. Блин, эти смерти тут, конечно, просто. Как умирает настоящий мафиози. Да, ну. Блин, они, конечно, прям меня кошмарят жестко. Надо похилиться. Откуда эти ребята повылезали? Хреново. Замочи их, Том! Сейчас замочу, подожди. Не ври, ты не попал. А я херею. Всех убил, один остался. Да подожди, я лутаю, я пошел лутать. Лутать это важно. Погоди, где мой кольт? Магнум? Ну, это, да, это я, пожалуй, беру. Все, иду. Кончатель, да, слышал. Я же играл кончателя. Бог ты мой! Где этот чертов грузовик? О боже, это же кончатель. Да. Блять, не убивайте! Справился. Я ненавижу преступность. Спасибо тебе, карать. Да. За что? Тони и Дони тоже. За то, что спас меня.
Вот же сраная бойня. Как сам? Пока вроде держится. Я за ним. Смотри в оба. Это их научит. Не, ну блин, мы людей как минимум 20-30 завалили, это дохера. Едем домой. Мне нужен доктор Полли. Да, я вижу Сэмми, давай держись. Тихо, все тихо. Сколько тебе золотая? Ничего. Хорошо. Поли, у нас еще гости. Скорей, едем. Боже мой. Я рядом, Сэм. Поищи Томпсон. Еще там должны быть патроны. Как будут прямо за нами, вали их нахер. Я думаю, тут Томпсон мало поможет. Надо по шинам стрелять. Эта дура просто огромная! Хера себе! Откуда у них такой грузовик? Ну я, да, типа, да, стреляю, да, тихо, погоди. Томми Ган. Поли, крепко вцепились! Очень близко, Том! Поли, быстрее! Я уже выжил педаль на максимум! О, да ладно. Я уж думал, все. Две тачки легавых! Мы в жопе, Том! Они уже рядом! А там Томми такой стоит. Нормально все говорит. Да. Это их научит. Друзей все больше! Блин. Друзей все больше. Один готов! Понравилось? Уроды! Блин, вижу полицейскую мотоцикл. Да ладно, мы еще и застряли. Поли, поезжай сейчас же! Блин, ну эта дура едет сюда, пожалуйста.
Он нам помогли. Боже мой. А как? А как? Я ничего не успел сделать, меня просто взорвали. Я просто ничего не мог сделать. Да это гон! Это невозможно. Он просто... Я его... Ну, нет, это... Блин, это бред. Да он меня просто случайно пули забирает. Это бред какой-то. А если вслепую стрелять? Как вариант. Блин, надо вслепую стрелять. Походу, других вариантов нет. А я что делаю, по-твоему? Да ладно. Идея просто убить их. А. Окей, ладно, хорошо. Да я просто... Это каким чудом я должен сохранить состояние грузовика до приемлемого уровня, чтобы меня просто не сбрили в том моменте с коктейлем Молотова. Это бред. Это просто бред. Это просто бред. Это просто бред. Это бред. Такой бред. Наконец. Блин, что это за полицейские такие? Они просто психи какие-то. Чисто призрачные гонщики, видели? Они просто горели, невозмутимо ехали. Блин, это самый крепкий грузовик, который я видел в своей жизни. Сэм, мы на месте. Док тебе поможет. Я у тебя трижды в долгу. Оли, что ты здесь делаешь так поздно? Здрасте, док. Простите, что поздно, но с нами раненый. У нас несчастный случай.
Ладно, заносите его. Хорошо, спасибо. Так, я побуду с Сэбом. Отгони грузовик обратно и иди спать. Я останусь. У доктора и так забот полно. Не хватало ему еще толпы здесь. Иди, Том. Все нормально будет. Ладно. Хорошо. Эй, ты молодец, Том. Спасибо. Ну, спасибо. И чё по итогу? Ни груза, ни хера. Мертвые люди только. Очень много мертвых людей. Неужели это им сойдет с рук? Типа, это бред какой-то. Мы просто перебили 50, наверное, полицейских. Да какой 50? 60 точно. Только патрульных машин уничтожено. Это просто должно войти. Я не знаю. Это просто, ну, мега беспредел. Мы таких делов наворотили, это просто сумасшествие какое-то. Ой, бля, не то нажал. Я хотел радио переключить. Ну ладно. Что это было? Да, сорян. А, скрыть замок этого. Зачем он мне нужен? Все, наездился в этих грузовиках. Харе. Достаточно грузовиков в этой жизни. Мафиозный. Ты опоздал. Ужин остыл. Работа. Да. Лицо такое чистое из разряда видел некоторое дерьмо и пережил некоторое дерьмо. Вытерлась об пиджак. Выходи за меня. Хорошо. Предложение, от которого нельзя отказаться. Человек чисто стоит такой, ловит этот, как его, посттравматический синдром или что-то там вроде, и говорит, выходи за меня. Такого расстраивать, конечно, не стоит. Амерта. О. Эй, босс. Романтик, Я да. понял, я вам нужен. Присядь со мной. У нас крот, Том. Как? И кто? Я всю ночь не спал, пытался вычислить, кто это может быть.
И стал думать, может, кто-то из ребят, кто получает меньше положенного. Кому-то не хватало на костюм. Вот он и решил обратиться к Морелло. Фрэнка не было, и я сам полез в сейф за книгами. Проверить, кому мы недоплачиваем. Что вы узнали? Сейф был пустом. Фрэнк, да? Фрэнк. Я знаю его 50 лет. Все, что я имею, мы нажили с ним. В этих книгах каждый добытый доллар, каждый потраченный цент. Если Фрэнк отдаст их федералам, нам конец. Фрэнк уважает только одного человека в городе, вас. Тут явно какое-то недоразумение. Я звоню ему весь день. И домой зашел. Его нет. И жены с дочкой тоже. Вот так вот. Но зачем? Не знаю. Видимо, были причины. Может, он отомстил мне за собаку? Что вы хотели ее утопить? Да. Он не позволил, и тогда я ее пристрелил. Я был глуп тогда, Томми. Черт с этими обидами. Нужно вернуть книги. Потряси наших стукачей. Может, что знают. Когда найдешь Фрэнка, забери книги. Если у него их нет, заставь его сказать, где они. А после... Ты знаешь, что надо делать. Блин, вот если честно, Томми худший мафиозник, которого я знаю вообще. Не, ну он, то есть... Ладно, он типа крут Винченцо ждет тебя с новой в машиной. езде, в стрельбе и, ну... В какой-то мере, типа, ну, человечный... Чисто как человек, окей, но... Обсудили дела, и тут такое. Ну вот он реально недальновидный, нихера. В игре его позиционируют как самого умного и тому прочее, но по итогу-то он просто, ну, нереальный такой. Не знаю. Отпустил эту Мишель. Еще вот этот вот Фрэнк. Косяков очень много, я просто, ну, не знаю даже. Паршивый сегодня день. Никто не должен узнать. Ну да. Начни с Бифа, но ничего ему не говори. У меня для тебя новая тачка и еще кое-что для особого случая. Опа. Когда Фрэнк увидит Лупару, он все поймет. Это давняя традиция. Ну тут в этом сюжет, да. Он не из мира. Мне эти книги, и не пока стал они не монстром. попали в лапы к федералам. Ну как не стал монстром? Не, ну вы видели, что я творил просто? Сколько народа я перебил. Эта машина? Нет. Вот эта машина. Это относительно. Блин. Так. Я хочу эту машину. Понимаю. Он так крепко стоит до своей машины, что, ну, такого не прошибешь. Ну там по фану чисто было, а так на душе он добряк, таксист. Не, ну так чисто если прикинуть, то, ну, число людей, которых он перебил, это просто охереть можно. Он реально много дичи сотворил. Терквин кучу народу перебил и так далее. Ну а как, Сицилийский район все-таки. Ну он такой, этот вот водил.
Крепко следит за своей тачкой. Чувак. За тачкой стоит, да. Воу, 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 воу. Че, балдеешь? Глаза закрыты. Томми, что стряслось? Слыхал что-нибудь интересное? Что-то, о чем Дону следует знать? Возможно. Сколько заплатишь? Есть 20. 40. Ладно, говори. В городе ФБР. Морелло им что-то пообещал. Не знаю, что именно. Кто слил? Малыш Тони подпоил одного парня в черной кошке и потом подвез до дома. Вот и услышал кое-что. Лучше спроси его. Ясно. Спасибо. Америка! Папе! Всегда пожалуйста, Тони. Да, и живет он в Чайнатауне. Тукачет. Образцовый американец. Но он явно коммунист. Коммуняка 100%. Потом им займутся федералы, будьте уверены. Да харе, ребята, вы на своих пердильных машинах, это вообще, ну серьезно. Новая тачка была, кстати. Воу-воу-воу, спрячь, спрячь, спрячь. Сладкую рыбку. Типа, все ребята сейчас так делают. Я говорю, что не верю. Как твои дела, Том? Так. Сегодня состоится 7-я игра Золотой... А, не интересно. Так. Да знаешь, не особо. Что там был за парень от федералов, которого ты домой подвозил? Зашел сюда пропустить стаканчик, а выпил десяток. Он стережет один дом, там федералы кого-то прячут. Где? Оук-Хилл, угол Пайн-стрит. Он дал мне десятку, чтобы я подвез его и рот держал на замке. Выдал мне, что советник Гелотти договорился о какой-то сделке между Морелло и ФБР. Они кого-то крепко собираются прижать. Какого хрена ты нам не сообщил? Я сообщил, Том. Сразу пошел к Фрэнку и все ему рассказал. Он Дону не передал? Нет, не передал. Том, что случилось? Всё, не переживай, нормально все. В 1895 году в штате Огайо столкнулись два автомобиля. Странность этого случая была в том, что те годы автомобильное промышленность только набирали обороты. И во всем штате Огайо были два автомобиля. Вот это хорошая история. Огайо, что еще можно сказать? Капец, мемный штат. История у него мемная. Джутару Дио. Да. Ну, Москва не сразу строилась.
Они типа как вообще увидели, я не понимаю. Мне бы хотелось бы, ну, знать подробности этого столкновения даже. Это очень интересно. Это, ну, типа, как они умудрились вообще. Очень любопытно. Это же они должны были увидеться в целом штате, типа. Потом еще и столкнуться. Пипец вообще. Я немного представляю себе, как это возможно случилось. Короче, наверное, один чел думал, что он единственный, у кого есть машина, и второй чел думал, что у него единственная машина. А потом, когда они вот пересеклись, когда они ехали, один по встречной, один вот, ну, по противоположной стороне, ну, то есть, они друг на друга заглянули, ну, заглядывались, и просто, ну, немного вот так подрулили друг друга, и, типа, ну, немного вау, типа, говорили друг другу, и, в общем, ударились. Наверное, так было. Да. Ну или оба богатые были, возможно, круг общения у богатых был довольно таки суженный. И они такие, типа, давай гоняться на тачках. Как в кино, да. Блин. Фрэнк, конечно, чел интересный. Ну, кстати, машина огонь у меня вообще, ну. Фрэнк меня никогда в такой машине не узнает. Жалко, что, конечно, лобовое стекло не тонированное. А так, в основном, конспирация уровня бог просто. Ну, это ты, когда ты не можешь разойтись с одним человеком на пустой улице, ты влево, а он влево, и он вправо, он вправо, да. Они, наверное, такие, что делать? Правила дорожного движения еще не изобретены. Да. Интересно, насколько сильно они ударились друг с другом. Это был типа удар из разряда тук, или прям бэм, так, чтоб просто мяли друг друга. И так, чтобы один и второй улетели с машины. Ну и типа, какие там скорости были? Вот представьте себе, это, ну, пердильная машина, которая, наверное, максимум 30 км в час едет, или типа того. Километров 30-40, да. Это, наверное, было самое нелепое. Самая нелепая авария в истории человечества, где участвовали две машины. Да. Прикольная история. Ранится, что ли? Черт, Фрэнк, никак тебя в аэропорт везут. Ну тут я бы хотел на самом деле просто реально подъехать на скоростях и сразу с дуплета разнести Фрэнку в лицо. Ну тут типа, ну, так стоило поступить. Томми, это точно.
Ну да. Не, ну типа просто понимаете то, что он до этого в церкви перестрелку устроил, в отеле перестрелку устроил, на улице там детей перестрелял, подростков. А тут улица, ну дорога просто, реально. Типа, неужели, ну... Это типа другое. Господи, его хотят вывезти из штата или еще дальше. Сука, это плохо. Хотя даже тогда в гонках умирали, причем умирали подозрительно часто. Как-то передачу слушал про зарождение гонок, и там прямо начало 20 века скорости мизерные, и постоянно кто-то умирал. Но можно сослать на то, что они просто не умели управлять машиной. Ну реально, они просто такие типа... Путали лево от права и просто лево поворачивали. Ну, они думают, что лево поворачивают, но на самом деле, типа, право. И просто въебывались в какую-то хрень и так далее. А машины же не такие, наверное, там, типа, не подушек безопасности. Не на скрытничах. Ладно, я понял вас. Чувак. Это тебя зацепили. О, у меня дробовики чисто. А мать вашу, мать твою, прям в затылок, жесть. Полицейский прям месяца. Вон он стоит. Его только поздравить и... Ну да. А, блин. Сохранил меня, конечно, просто божественно. Опять что жаловаться? Вот это противостояние! Блин, как же их много. Понимаю. Это же не аэропорт, это уже город, блин. Ну ладно, игра меня вынуждает убивать людей. Упс. Я не знаю, о чем он думал, я даже без понятия, что у него в голове творилось. А, Амерту я забыл. Блин, Амерту обязательно будет.
Не попади в меня, не попади. Да ёшкин кот. Что так сложно? Ой, ну кто построил эти заборы? Не уважают в Америке паркурщиков. Эх, было бы дело в Франции. Совсем иная картина была бы. Так, сниму вон того сначала. Это я. Это я. Ты прав. Это я. Это он. На сей раз повезло. Патронов 6. Тут такая реалистичная перезарядка, да, типа? А если я их прошью? Нет, да? Вот думаю, купить мафию для Xbox или нет. Ну, это явно будет весело. Я уверен. Мерт. Но потом, ну как бы не знаю, у тебя сейчас вот суженное внимание к этой игре. Но ты подумай еще вот о чем. Что можно купить за эту же цену. Возможно, ты для себя откроешь что-то внезапно крутое. А, блин, да? Угу. Кто? Типа из машины прям на ходу? А что с Твичом? Нет, что, Твич отвалился? Хотя нет, вроде. Мафия первая рублей 220 где-то. Трилогия 400, РДР 2 500 рублей. Ну... Сейчас подойду.
Через Турцию надо оформлять. С гипсом неудобно печатать. О, ё-моё. А что такое с рукой? Так. О, Будут кого-то передавать. Какой-то человек собирается улететь. Передавать кому? Те парни возле самолета вылитые гангстеры. Когда они уже закончат? Мне надо на рейс. Видимо, как только их пленник вылетит. на работе поломался. Блин. Эх, бывает. Ну, главное, что потом, типа, ну, выходное пособие, типа, давали, все дела вот в этом духе. Чтоб больничный и там прочее. Чисто по-человечески, чтоб все было. Так, да. No problem. Интересный спот. Твою мать. Они что, реально думали по мне попасть с такого расстояния с пистолета, типа? Это да, но думаю, там копейки будут. Блин. Да, на бокс приятные цены. Просто один раз надо скачать VPN на телефон, VPN Турция, VPN Египет и типа разобраться, потом это занимает буквально 3 минуты. Включил VPN, залогинился на Аки, ввел код игры, активировал. Вот в том доме как будто бы должно быть. Вот тут. И вот тут есть. О! Как неожиданно и приятно. Вот говнюк успел же выстрелить, ты смотри. Снайпер. Снайпер Саха. Так. Блин, игра местами, конечно, прям кажется супер скилл-зависимой. Вообще не шучу ни разу. Блин, откуда вы родились?
Да? Место, говоришь? Я тебе объясню, что... Ты мертв. Все. О, господи. Том, Фрэнк, меня прислал Дон. Я уже понял. Жаль, что это выпало тебе, Томми. Передать ему что-нибудь? Я бы хотел, чтобы все вышло иначе, но Морелло до меня добрался. Все хорошо, можете выйти. Морелло предложил простую сделку. Книги Дона в обмен на жизнь. И самолет из города. Ты уже передал книги? Я не идиот, Том. Я их спрятал. Морелло ждет вот это. Книги лежат в сейфе в банке Гранд Империал. Я обещал дать Морелло ключ, когда самолет будет готов и заправлен. Его люди должны были сейчас приехать за ключом. Они не придут. Скажи им, пусть садятся. Вперед, Марч. Элис, на борт. Фрэнк, ты летишь с нами. Не сейчас, милая. Подымайтесь. Нам с Томми нужно обсудить важное дело. Но, Фрэнк... Садитесь живо, Марч. Ради Элис. Марч. Ради нас. Марч Симпсон. Лезь, чертов самолет, прошу. Тебе заплатили? Да. Как же Доми Как же он раскидывает Отвези леди, деньгами. куда они скажут. Да, сэр. Спасибо, Том. Господи, Фрэнк. Почему ты не попросил помочь? Я захотел выйти из дела. Так или иначе. Я устал, Томми. Устал врать своей жене. Устал искать под машиной бомбу каждое воскресенье. Воскресенье. Когда Дон всадит мне пулю в висок. Типичное воскресенье. Иди к черту, Фрэнк. Да. Там было полным-полно народу, оказывается. Были еще 2 человека, которые ворот открывают. Но они улетели. Эй, невежа! А ну перестань! Добрый день, сэр. Где у вас сейфовые ячейки? Прошу, внизу ждет наш сотрудник. Спасибо. Типа, все ребята сейчас Да, потом этот банк грабанем. Ага. И убьем этих охранников, которые сказали, что он отличный денек наступил. Да, приятель. Мне нужна ячейка, арендованная Фрэнком Калетти. Да, мистер Анджело? Да. Мистер Калетти сообщил, что вы можете зайти и просил предоставить вам доступ. Прошу, следуйте за мной. А, вот так вот, значит. Ну, продумали, смотрите, продумали все.
взял книги и замел следы. Сальери не задавал вопросов. Забавно. После похорон он больше никогда не вспоминал Фрэнка. Три гроба. Откуда они нашли тела двух женщин? Там же явно кто-то лежит. То есть Томми убил других двух женщин и старика, чтобы там они оказались. Или как? Вообще что-то какая-то стрёмная херня. Морелло пришел. Ты нервируешь моих ребят, Марко. Мы с Серджио всего лишь хотим отдать дань уважения. Я знал Фрэнка давно. Столько же, сколько ты. Хороший парень, умный, верный. Верный жене и дочке прежде всего. Это делает ему немалую честь, Энио. Возможно. Но я все смотрю на надгробие, где стоит имя его девочки. Это печально. Но самая стрёмная тема то, что их-то по итогу все равно нашли и убили, по-моему. По-моему, так было. Я точно не помню. Взгляни на дома. Славные дворики, белые ограды. Американская мечта, да, Томми? Наверное. Не для тебя? Нет, сэр. Предпочитаю заниматься делом. Не дай клумбам и дворикам надуть тебя. Тут живет больше преступников, чем в остальном городе. Так вот зачем мы здесь. В каком-то смысле. У Морелло есть продажный прокурор по имени Уоткинс. Они друзья с Гелотти. Городским советником? Именно. Морелло намекнул ему, что гибель сынка Гелотти наша вина. Теперь Уоткинс рвет и мечет. Хочет помочь другу. Говорят, он нашел парочку свидетелей. Мы их знаем. Да. Поли и Сэм позаботятся о них. Тебе же предстоит другая работа. Забери улики, которые накопал Уоткинс. Где он их прячет? Дома, в сейфе. Этот сраная миссия. Не беспокойся об этом. Тебя ждет Сальваторе. Он здесь недавно, но любой замок вскроет. Приведи его на виллу, найди сейф, он все сделает. Что-то может пойти не так. Ничего Все серьезного. пойдет не так. Уоткинс Хотя, идет в принципе, театр. можно В пойти доме и не по будет никого, стелсу. кроме охраны. Кабинет на первом этаже. Стукач сказал, Лонкэт, что здорово. сейф в стене. Когда Сальваторе его вскроет, хватай Наступающий. все улики и беги. Здравствуй. Добро пожаловать. Да, вот наш парень. Сальваторе, тут-то бене. Тут-то бене. Grazie. Дон Сальери. Рад видеть. Ты знаешь, что делать. Не подведи. Дивченто Эдишн ты еще не приходил? Наткнешься на Уоткинса, не убивай. Да не, я бы не сказал, что он дефиченто, он охуенный. Хороший. Буона фортуна, рагazzi. Картинка огонь. Стрельба приятная, езда хорошая. Томми Анджело. Печера дико на щёрке. Сюжет даже как-то больше расширили. Приятностей много. Созвучно. Да. Parli in antichiare siciliano? O capo, dovresti o piano? Эх, я не говорю по-итальянски. Perfetto. Perfetto. Что он интересно сказал? A posto. Hai capito? O piano? Да, босс мне сказал. Ok, per favore capisci. Trasimo in tuo giardino un turcioniato senza varici sentire né vedere. A casciaforti sta a rete un Оригинальная трилогия Tomb Raider выйдет на всех платформах в феврале. E da casciaforti
Блин, я вот это тоже хочу поиграть. Сдается мне, Вот это вот ночка будет вообще долгая пушка. для нас обоих. Минья. Вообще, вкатиться в Tomb Raider реально хорошая идея. Делай. Ну, я хотел бы Постарайся не попасться. начать даже раньше февраля. Знаете, как, с каких частей? Которые Angel of Darkness там и вот такие вот части были, которые... Я очень давно хочу поиграть Angel of Darkness. Это самая странная часть в Tomb Raider вообще. Точнее, самая странная игра по Tomb Raider. Она больше как будто бы как какой-то самостоятельный проект, что ли. Хотя у него было такое лицо, которое всплывало и в других частях Tomb Raider. Так что оно выглядело как какое-то продолжение и так далее. Но... Gioco. È passato un muro, un giardino. Что? Lo faccio vedere. Это будет плотно. Побудь здесь. Этот лабиринт Я разберусь с намного охраной. больше, чем в оригинале было, это точно. Канон Никол Титис. Как дьяволы, да. Или как в этом. Рудалерки. Ремастер тоже выходил. Там классно было. Все по нажатию одной кнопки. Менялась быстро картинка. Выглядело прям шикардосно. Ты же помнишь, в оригинале надо было подойти вплотную и ударить битой сзади? Да. Она в этом плане была вообще жесть какой стрёмный. Так. Дайте-ка нас Си переназначу. Не, ну хотя справедливости ради, в этом-то и был какой-то прикол его. Уже будет выходной. Прям сейчас. Отдыхай, братишка. Поныл немного. Так, посюда не пройти. Больничный нанул, да. Отличный вечерок, чтоб на посту стать. Нет, братан, ты не выстрелишь, ты не выстрелишь, ты не выстрелишь. А этот просто наслаждался своей жизнью. Где он успел еще три пули просрать? Проснется отдохнувший.
Ты друг того чувака, да? Вроде это были последние. Сальваторе! Ты где там? Тут чисто. Доми и qui. Нету русской озвучки. Мне кажется, это в какой-то мере даже не официальная озвучка, сделанная энтузиастами. Черт, куда он делся? Там... Достал меня этот парень. Да чё он такой шустрый? Domi io qui. Sei uno tosto tu, а? Что? Неважно. А, говорит, открою, видимо. И что ты за медвежатник? Ну, guaccio. Что? Non guaccio. Da Vinci, Caravaggio. У capisci? Картина? Хочешь сказать сейф за картиной? Сей. Ясно. Я тебя понял. Окей, теперь еще искать в других комнатах картину. Угу. Понимаю. Мельку переписку. Так, понял. Глянул в Steam, озвучка официально, походу. Прикольно. Сальватора, тут еще. А бывают же такие случаи, когда неофициальная озвучка становится официальной за счет признания сообщества? Нет, тут просто стена. Охереть мы наследили, если что. Убит главарь мафии в городе Эмпайр Бэй. Жуткие фотографии ужасной смерти короля преступного мира, известный мафиози Томмазо Моретти, погиб в четверг вечером. Ничего себе, интересно. Какого-то другого мафиозника убили. Кто такой? Мэм! Мэм! Кто-нибудь помогите! Мы вот... Ну, блин, она позвонила. Или там предупредила бы. А так она забудет. И тут ничего. Скажет, просто напал белый человек. Так, короче, второй этаж. Ну. Но я хочу смотреть другие комнаты. Елку поставил? Да, поставил. В нынешнем году елка хорошая получилась. Тут еще. Фокс интерфейс, саб русский, озвучки нет. На стиме все русское, первый такой вижу. Че это? Капец, мы наследили. Не, ну вы гляньте просто. Это что за грязь такая? Она просто, ну, не прекращается. Кто орёт-то? Я ж вырубил. О, ничего себе, эту комнату. Какого черта вы здесь делаете? Помогите! Помогите! На помощь! Да, что-то я прям зачастил бить женщину в этой игре. Да, в этой игре я старомоден. Надо в других комнатах посмотреть.
Ну все, пошли туда. Там и спас женщину, для баланса решил исправить ситуацию, да-да-да. Браво. Скуса. Конечно. Покажи, что ты умеешь. Черт. Быстрее, Сальваторе. Пощенца, пощенца. Терпение, терпение, Игорь. Scusami. Ancora? T'avevi detto l'allarme! Ora siamo fottuti! Уже не важно. Скорее, надо убираться отсюда. Vai dietro, dietro. Думаю, они наверху. Сейф в твоем кабинете! Говно. Черт. Но мне понадобится аптечка, видимо, потому что сейчас явно будет погоня и все дела. Блин. Где была аптечка? Сальваторе, держись! Я разберусь! Здесь сюда, живо! В меня попали! Сотрудникам просьба откликнуться на сообщение о стрельбе. Взять машину? Наконец-то я тебя понял. Ну где ты, говнюк? Не, серьезно? Он не собирается выходить? Не, ну это машина полный кол. Ясно. Так, Сальваторе, я тебя сейчас убью просто. Че стоим? Давай перемещайся, ублюдок старый, пожалуйста.
Да неужели? Тихо. А вдруг они просто забьют на нас, уйдут? Да, это усложнит все. Ублюдок. Вот все из-за тебя, Сальваторо. Все из-за тебя. Мы умрем. Блин, почему эта машина такое дерьмо? Знаю, что бы ты ни бухтел, я знаю. Ёбана. Не, это все, это ГГ. Походу нас убивают. Ну, Сальватор сидит нормально. Ему прикольно. Да вообще. Вообще все подъехали сюда. Знаю, что бы ты ни бухтел. А, даже другую тачку дали. И 6 звезд тем временем. Блин, вот надо было мне въехать в это сраное дерево. Твою мать, ну что за машина? Блин, это куст меня убьет, да? Охереть, тут машин просто, ёб твою мать. Едрить. Ёпта. Дело плохо, они колесо пробили. Блин, 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 блин. Езжай, говно. Второе колесо. Третье колесо, по-моему. О, подъехало четвертое колесо. А, это куст смерти, ну да. Мансуем, мансуем, мансуем.
Сальваторе, гандон, беги, пожалуйста. Пиздец. А, я уже был у Сальватора, прикольно. Знаю, что бы ты ни бухтел, я знаю. Не, ну 6 звезд, это, конечно, весело. 5, точнее. Охуенно просто. Приятно будет отчет составлять. Они чисто балдеют со всего этого. Чисто кайфуют. Я просто в ахере. Знаю, что бы ты ни бухтел, я знаю. Да блин, ну что за тупость? На, в голову чисто. С дробаша. Блин, как мне прыгнуть-то тут? Короче, сильнее вправо возьму и прыгну нормально. Как будто бы даже смогу скрыться в этом лесу. Знаю, что бы ты ни бухтел, я знаю. Ну, бля... И один хуй оказался вот именно у этих кустов. Так. Ну да, сильно вправо надо взять. Ну, давай. Я знаю. Блять, ну это вообще, конечно, прикольно. Бля, хули меня все тянет-то все время. Ладно. Нормально, похуй. Не убивай, твари. Бля. Ты еще и заглохни. Блин, как я жив еще. Не, машина сейчас загнется. Хотя... Блять, 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 блять. Да вы заебали нахуй, блять, сука, ну что за кусты? Беги, Сальваторе. Каждый сам за себя. Бля, непробиваемые кусты, какой же кайф.
Бля. Да. Умер очень трагично и реалистично, просто пиздец. Что делать? Это очень похоже на лютый пиздец. Знаю, что бы ты ни бухтел, я знаю. Молодцы. Ладно. Томми Анджело, известный гонщик. Томми Анджело, известный гонщик. Томми Анджело, известный гонщик. Сообщаю, что подозреваемый скрылся. Всем постам в Оквуде. Будьте внимательны. Да какой-нибудь переулок, пожалуйста. Да ладно, я скроюсь, я убегаю. Я смог. Пуга. Сальваторе, куда тебя довести? Casa? Да. Где дом? Sesta e Mapol. Хорошо, едем. Едем. Нёлананджело. Ну ладно, начало. Блин, хотелось бы прокатиться на мотоцикле. Dire una cosa. Al nostro prossimo travaglio ci penso io a casciaforte, capisti? Capipicca non ci morì in Taggiavilla. E ci colpi solo tu. E impara un'anticchia di siciliano. Per rispetto alla nostra terra. È come parlare un mecano. Usaccio. Ma minchia, te l'avevi a dire. Un l'affare mai più, eh? Mai più. Ладно, ладно. Хорошо, я понял. Buonanotte. Пока. Я херею. Сделка века. Это последний ящик, босс. Я знаю. Часть бутылок я лет 10 хранил. Но нам нужны деньги. Так что увозите. Вы слышали? Загружайте. Как дела, парни? Босс, что говорят о нашем дельце Сальваторе? Молодец, Том. У Гелотти ничего на нас нет. Мы выиграли время. И все же пока мы на мели. Погодите, рано отчаиваться, босс. Сэм говорит, ты что-то придумал? Да, вам это понравится. Подзаработаем деньжата, а заодно и Морелло пинка дадим. Ладно, выкладывай. Пару недель назад отдыхал я, значит, в курилке в Голубых тропе. Где? Да, небольшой бордель. Пара номеров с матрасами прямо на полу. Клуб для джентльмен. С баром и всем прочим. В общем, один клиент надрался и начал плакаться мадам о своих бедах. Меня насторожил его забавный акцент. И вот он все ныл и ныл, мол, должен был получить кучу бабок. А бандиты, на которых он работал, кинули его. И вместо денег у него сломанный нос. Ты за него заплатил? Вот еще. Но я помог ему уйти. И пригласил в забегаловку по соседству. Мы разговорились. Я узнал, что его зовут Гейтс. И этот хрен из Кентукки. Самогонщик?
Лучше. У его отца пара неплохих вискарин. А теперь угадайте-ка, с кем они ведут дела в нашем городе? Морелла. Думаешь, Гейтс пойдет против него? Еще как. Я здорово его обработал, босс. Сегодня он привозит новую партию, но все его ребята уже готовы провернуть дело. Нам всего лишь нужно обставить это как ограбление. Не знаю, Полли. Ты правда ему доверяешь? Он очень зол на Морелла, это факт. А других вариантов у нас нет. Мы и так последний хер без соли доедаем. Что думаешь, Том? Канадцам нужна замена. Если Поле уверен насчет Да. Гейтса, я за. Где встреча? Большая парковка в центре города. Ладно, вперед. Только на этот раз не надо играть в героев. Карл и малыш Билл с вами. Сделаем, босс. Возьмете грузовик и гоните сюда. Это да. Мы не подведем, босс. Я не хочу пожалеть о том, что отпускаю тебя с парнями, Карла. Не волнуйтесь за меня. Не буду. Для волнения у меня есть Томми. Я сберегу вашего шофера, босс. Удачи, парни. Как погода? Мой малыш Билл будут ждать нас в центре. Минус 36. Так. Не, это еще тепло. Бывали деньки, когда минус 48 там. И так далее. Вот это вот такое себе реально. О. Да. Люди еще удивляются, говорят. Потеплело? Минус 34. Похоже, ты малость обосрался. Плюс 3. О, кайф вообще. Прям погодка шепчет. Плюс 10. Класс. Ага, сидишь на крылечке, пока он со своей девкой забавляется. Если не хотите меня брать на здоровье, боссу об этом знать не обязательно. Босс сказал, чтобы ты был с нами, значит, ты с нами. Просто видок у тебя будто Без шапки глянул. не хочу, чтобы Гейтс считал нас У нас было минус 45 неделю. В Омске пипец неприятно. У нас не стоит. Морелло решил поменять условия и своими же руками сломал Гейтсу нос в ходе переговоров. Если Морелло про нас узнает, сломанным носом Гейтс. Но самое главное, что Поэтому мы все обставим как на лед. это снег. Самый большой кайф это снег. Так он убедит старика, Просто что белый Морелло просто у не в него состоянии защитить лежит товар. Значит, им нужен новый покупатель. по кайфу. Ни грязи, ничего вообще. Классно. Херовый план, Том. Коля вчера мне все рассказал, и за день он стал только хуже. Везде и всюду елки горят. Для босса наводки, а не только по городу его катать. Огоньки. Туда-сюда. Придираться. Ясно тебе? Приятно. А пока рот закрой. Вот так. Угу. Да как скажешь. Когда Морелло придет за тобой, мне не жалуйся. Ты серьезно? Ты, сука, серьезно? Так, парни, хорош. Господи. Вот это я разогнался. Как будто бы снова в гонках участвую. А, блин, вот это миссия, я понял. Я здесь часто дела веду. Парковщик берет немного бабла. Всегда закрывается, пока я не закончу. Так, мы на месте. Гейтс ждет на последнем этаже. Да, это всегда покайф. А вы видели мой этот YouTube канал? Я там снимаю лайв контентик иногда. Так хожу по улице, там прочее. Торцы в основном, конечно, но кто-то. В скором времени хочу побольше видео снимать.
что-нибудь еще знаешь о Гейтсе? Только то, что Подписался? у него сломан нос и целая Спасибо. машина крутого пойла. О, спасибо, Наш спасибо, человек. ребят. Наш человек. Останови тут. В определенном месте остановить. Поли, рад видеть, дружище. Нос реально сломан. Ну, надеюсь, вы понимаете толк виски. Отлично. О, спасибо, Лонкэт, за подписку на ютубе. О, да, хороший. Первый взнос. Если Дону понравится, он закажет еще. И с каждым заказом будет все больше. Мы все разбогатеем, парни. Ну, мы всегда рады поработать с такими парнями, как Дон Сальери. Передай ему мое почтение. Конечно. Осталось выполнить нашу часть плана. Охерел, Поле! Не, все нормально. А предупредить? Разве ограбление не должно выглядеть убедительно? В этом городе мой чертов носяра совсем скривится. Не волнуйся, парень. Уверен, с такими деньжищами ты запросто купишь себе новый. Ёб твою мать. Ну все. Все не так уж и плохо. Берите бухло и валите. Мои парни заберут меня. Вперед! Если расчистите дорогу, нам с малышом тут ничего не грозит. Карлов, в кабину. Мертвый ты нам ни к чему. Томми, это еще не конец. Готовься, там будут еще. Я тебя прикрою. Защищать машину. Ладно, погнали. Парни, снова они! Блин. Ну, дробаш бы их, конечно, успокоил. Блин, или даже пистолет лучше. Тут Томми Ган какой-то понерфленный, какой-то, не знаю, супер слабый. Когда как в оригинале Томми еще был довольно крутой. Но контролить его было невозможно. Он просто вот так вот легался. Ёб твою мать, это жестко. Да, что-то я совсем ХП не берегу. Нужно побольше ХП. Вот вечно моя проблема это. Но я ушел с 6 звезд, так что это еще полная херня. Три пули. На. Хватило одной.
Только не сбейте меня, уроды. Так. Понятно. Грузовик тут не пройдет! Нужно потушить! Ищи, где тушите, или хоть что-то! На потолке есть брызгалки! Надо их включить! Здесь должен быть какой-нибудь кран! Я под обстрелом! Был под обстрелом. Был. О, граната. Лимонки. Найс. Это было мощно! Я еще чувствую жар на лице! Господи! Далеко не отходите, ребят, что это не все! Ну, пожалуйста. Ты нормальный? Нормально. Чё? Поговорить с Сэмом? Берите тачку и поезжайте за мной. Да, Сэм. Откуда Морелла вообще узнала о моей сделке? Ну, в городе полно стукачей. Пока что давай привезем выпивку на склад и по пути постараемся не сдохнуть. Я так и знал. Снова они! Ничего, мы их задержим. Врежем им побольнее! Морелла отправил за нами еще ребят! Еще одна тачка прямо за грузовиком. Ну, пизда машине. Взорвали. Откуда Морелла вообще узнала о моей сделке? Ну, в городе полно стукачей. Пока что давай привезем выпивку на склад и по пути постараемся не сдохнуть. Я так и знал. Снова они! Ничего, мы их задержим. Врежем им побольнее! Бля, да ты издеваешься. И ты тут оказался? Да, блядь. Вообще тормозить нельзя. Тормозить нельзя.
стукачей. Пока что давай привезем выпивку на склад и по пути постараемся не сдохнуть. Так и знал. Снова они. Ничего, мы их задержим. Врежем им побольнее. Морелло отправил за нами еще ребят. Еще одна тачка прямо за грузовиком. Да пипец, это просто какой-то лютый трэш. Сложно. Блин, кстати, что-то я забыл. Или я просто не поменял, хз. Откуда Морелло вообще узнал о моей сделке? Ну, в городе полно стукачей. Пока что давай привезем выпивку на склад и по пути постараемся не сдохнуть. Я так и знал. Снова они. Ничего, мы их задержим. Врежем им побольнее. Морелло отправил за нами еще ребят. Еще одна тачка прямо за грузовиком. Сэм свернул в Гувервиль. Значит, и мы за ним. Блять, какой пиздец. Все лезут и лезут, суки. По-моему, можно выдохнуть. О, Господи. Похоже, оторвались. Спасибо тебе, Господи. Давай домой, посмотрим, что у нас там. У нас там выпивка. Все прошло не по плану, но бухло у нас. Да, пожалуй, сегодня мы с тобой хорошенько к нему приложимся, Полли. Мы это точно заслужили. «38-й калибр. Встретили ребят Морелло? Да, босс. Их больше нет. А что с парнем из Кентукки? Он поймал пулю в плечо. Крепкий. Оклемается. Они свалили, едва мы разделались с громилами Морелло. У Гейтса и его отца есть еще один повод кинуть Морелло с торговлей виски. Посмотрим, стоило ли это Пойлу всех хлопот. Прекрасно.
Я утрясу с отцом Гейтса детали. Продадим это жидкое золото, вернем все, что потеряли. Молодец, сынок. Горжусь тобой. Я горжусь всеми вами. Салюта! Салюты! Неужели нормально? Я уже думал, его наругают. Ну ладно. Так, ладно. А Я погодите. так понял, Сальери готовился сделать ход. Да, вполне может быть. Но скоро сухой закон отменили. И весь бутлегерский бизнес лопнул к херам. Борьба за бухло теперь ничего не значила. Пару лет мы приходили в себя. Но когда вернулись в дело, это было что-то. Бабки, поднятые на самогоне и канадском виске, мы вложили в новые предприятия. Часть из них легальные. Строительство, рестораны, перевозки, казино. Мы вкладывались во все. Во все, кроме наркоты. К 35-му дела пошли в гору. Денег было много, они текли рекой. У меня были жена и дочь. Сэм управлял клубом Дона. Даже у Поли был кое-какой бизнес. Он не то чтобы был счастлив. Скорее типа... Доволен. Да. Наверное. И Сальери начинает усиленно думать, как теперь выйти из тени Морелла. Заиметь своих копов, своих политиков. Какой же застранный этот Интересно. бар или ресторан, что это вообще? Думаешь, Сальери Кафе. подкупал политиков в 34-м? Возможно. А что? Несколько лет назад полиция нравов взяла судью за растление малолетки. В камере судья здорово разговорился, хотел пойти на сделку со следствием. Признался, что брал взятки от Морелла и от твоего Сальери. Пытался их друг с другом стравить, но Морелла, узнав об этом, пригрозил заживо закопать его детей на пляже. Господи. Так вот в чем дело. Ты о чем? Морелло часто переходил нам путь, но не доводил дело до настоящей войны. А когда у Сальери появились свои тузы, Морелло начал соображать. И в 35-м врезал по нам изо всех сил. Окей. Бон аппетит. Ну и макнул его прямо мордой в пакете. Томми! О, привет, босс, как дела? Какая-то крутая Рад, что ты история была, здесь. видимо. Пожалуйста, босс. Я хотел отобедать у Пепы, а Карло заболел. Подбросишь? Да, конечно. Чудно. Я уже голоден. А, это миссия, где мы в ресторане. Да. Понадобится? Ну, на всякий случай. Морелло последнее время притих. А может, зря я переживаю. Так, ладно. Будем потихоньку закругляться. Завтра у меня дела. Сейчас 3 часа ночи у меня. А завтра мне надо быть на собеседовании в 9 утра. Буду устраиваться на работу. На работу. Так. Ага. Удачи тебе на собесе. Спасибо. Переходите, кстати, ко мне на телеграм-канал. Тут много всякого. Новости там прочее и так далее. Ну и самое, типа, это объявление в начале стрима. Вот, пожалуйста. Переходите. И, в общем, будем заканчивать. Всем спасибо, кто был. Спасибо за общение. Увидимся завтра. О начале сообщу в телеграм-канале. Все. Всем пока.